Дяденька, а детей не покрестите? Ну, окуняли какие. Шуточка. Сочная, вкусная. Подымай. Молодец, Васька. Клетки оздоравливаются. Жерешок. Мозг очищается. Ё-моё, просто офигеть. Очистился и сразу побежал винишко налился. Вот это уже, блин, размер. Нам дарит райское блаженство. Чем он леску держит? Скажите место, что это за место? Место, сразу вам говорю, недорогое. Нифига себе, блин. Здоровые кустера! Ура! Мы ее разыграем в следующем видео. Зачем так много нахерачил? Схерачивай нахер. Всем салют, банда рыбаков и рыбачек. На новом месте мы теперь, на реке Даугава, место новое. Приехали с Васей, с Батей, с Костяном. Позже подъедет Никита, в гости к нам заедет еще Димон. В данный момент он где-то тут на местности ищет форель по маленьким ручьям. Не знаю, как у него там все это получается. Место выглядит таким образом. Смотрите. Вот наш лагерь. У нас в лагере есть на этот раз даже домик. И здесь у нас как бы типа доночное место. Единственное, что сейчас очень низкая вода. И вследствие чего, видите, как там далеко находится доночное место. Поэтому туда можно либо спускаться вот по этой лесенке, что ну как бы вряд ли удобно. Либо пройти по тропиночке, спуститься и пройти вдоль. Пойдемте, покажу вам, где ловит Костян. По тропиночке выходим. Там уже Костян. Вы только ушли с Васей, я вот такого подлещика поймал. Ну, ты показал леща на 2 килограмма. Не, подлещик. Да? Ну, сейчас я спущусь. Вот наш мыс. Здесь идет тропиночка. Тут вот мое место для резинки. Вот так будет стоять резинка. Мы ее позже поставим на бровку. И у нас есть еще заводь там. В заводе у нас находится наша лодка. Вот. А на мысу, посмотрите, как удобно наблюдать, если вдруг резинка клюет. Сидишь так на стульчике, колокольчик теребонькает, подсекаешь. И кто-то идет туда вниз с подсаком, берет огромного сома. Пойдемте посмотрим, что там Костян поймал. Он где-то уже полчасика ловит. Ну, Костян, хвастайся, что там у тебя? Там в садке. В садке? Достать? Ну, достань. Ну, ничего себе. А ты говоришь, тут не клюет. Там Мелкого там- могу там тебе клюет- пожертвовать для этого. Там клюет лучше. Для резинки. Ну что, у тебя один подлещик, Да, не, причем два а подлещика. 2 подлещика и 1 густерина. Ватя пока ловит живцов. Ты, может, не мучайся, лови тогда этих лещей. Я на спиннинг попробую окушков половить на живца. Давайте пройдем, покажу вам место, где я буду ловить на донке. Вась, ныряй. Я еще не в том состоянии. Когда мы будем в том состоянии, Василий? Не знаю. С такими рыбаками я даже думаю, что я зря столько алкоголя набрал. Так, вот по камням можно идти. Вообще все вот это должно быть под водой до самых деревьев. Просто сейчас ремонтируют ГЭС, это обычное явление в августе. И до самого сентября, а то и октября иногда вода имеет такой, река имеет такой низкий уровень. Кто так хочет. Так, ну вот лесенка в наш лагерь. Не знаю, насколько она прочная. Ну, может, и ничего. Ну, вверх спокойно, кстати, можно залазить. Ничего страшного. Ну, отлично. Никаких проблем.
Шикардос. Так, ну а теперь по лагерю. Пенек. 1 штука. Уютная лужайка. Солнце будет вставать там и шуровать вот так. Сейчас у нас 18:05. И потом оно вот там где-то садится. Ну как, живцы? Да, великовато. Великовато? Да. Только на сама. Живцами пока туго. Ну, может, окушков поймаем. Стоит отметить, что сейчас 29 августа. Здесь у нас есть домик. Вот такого типа. Давайте посмотрим, что там внутри. Электричества нету, но зато есть прикольный стол, где Костян сможет готовить. Со скамеечками. Удобный деревянный хороший стол, который как нельзя лучше подходит для приготовления чебуреков, которых Костян нам обещал. Заходим в домик. В домике пахнет, он деревянный, в нем пахнет как на даче. Причем на такой, знаете, с запахом конца лета. С таким запахом, когда скоро в школу. И даже вот эти книжки напоминают нам об этом. Знаете, как раньше на даче стояли на полочке книжки, которые задавали прочитать за лето. А почему такой запах? Потому что батя взял с собой помидоры. Укропчик. Знаете, такой вот этот уже августовский. Но он так пахнет круто. То есть вот у нас такой есть столик со всякими всячностями. Наши продукты. Там есть 1 кровать. Здесь есть 2 кровать. Этот матрасик постелим на пол. И, в принципе, тут могут поместиться 4 человека. Батя, как всегда, отказывается от удобств и собирается спать отдельно. На этот раз он выбрал Васину машину. Она там у него большая. Туда матрас мы положим, и бате будет хорошо. Тут у нас походная кухня. Сервант. Мы его позже разложим. Столик. Еще 1 столик. Шатер для тех вещей, которые нужны в лагере, чтобы если дождь или что-то еще. Место для костра. В пакете лежит наша огроменнейшая сковорода, в которой вроде бы сегодня Костя будет жарить мясо с картофаном. Ну и вот будем, в принципе, сидеть вечерком. У нас будет заводь, гореть костер. Очень красивый, уютный лагерь, ребят. Что еще есть в этом лагере у нас? Какой-то камбарь. Не знаю, что там, сейчас посмотрим. Слушай, какой большой камбарь. Дрова тут у нас есть, супер. Также у нас есть коптилка офигеннейшая. Почему она офигеннейшая? Потому что, смотрите, вот у нее топка. Труба идет под землей. Это значит, что мы можем... Видите, тут заслоночка, термометр. Блин, какой запах. Там вот пламя-отбойник стоит. И вот здесь решеточки. И мы здесь будем коптить. Наверное, леща. Вот коптишь, сидишь вот так на скамеечке и любуешься рекой. А в это время коптится рыбка. Лодку здесь спустить негде, поэтому мы спускали ее в другом месте. Вася гнал сюда машину, а я на лодке приплыл. Ну, как обычно это и бывает. Машина, туалет. Показываешь на мою машину, говоришь, что иномарка. Немножко веса придать этому говну. Зато, Вася, это пластмассовое говно не из-за того, что у тебя нет средств на покупку другого автомобиля, а для того, что эта машина очень классная, ребята. Смотрите. Раз.
И вот здесь можно еще и эту сидушку снять. А здесь четко матрас становится 90. Но зато здесь 90 сантиметров становится матрас толстенький на всю длину. И батя здесь, батя обожает спать в Васиной машине. У него там все, матрас будет, коврики, здесь будут у него шмуточки. Удобно как бы, у него же спина больная, а так вот эта крыша. А так если дождь идет, у него крыша. Снял боты, спокойненько раз, убрал их сюда, залез. У него здесь даже, смотри, Вася, шторочки есть. А, вот так. Там крючок. Оп. И вторая. И вторая. Ну, красота. Так я ему сразу их одену. А еще и боковые шторки, Вася. Ну-ка, погодь. Батя уже даже, я смотрю, свои спальные вещички примастерил. Да-да, Смотри, я 1,82 м. Вот если я лягу под сиденье, еще ж не отодвинуто, да? не отодвинуто. Сколько у меня там до ног? Ну, 40 сантов. А помимо прочего, смотри, и сверху шторочки, и люк можно открутить. Захотел, например, раз, значит, перед сном хлобысь, сальца нарезал, выпил. Так вот, в принципе-то, Вась, в принципе-то. А что еще надо, да, в машине? Сиди себе, попивай. Жарко стало? Пожалуйста, вентиляшечка. Опа, лючочек приоткрыл. Что еще, Василий, у тебя открывается здесь? Все в ручном режиме. Вот такие форточки у тебя? Как в «Жигуле». Жалко, только угол не менять. Слушай, ну сегодня дождя не будет, может пусть проветривается тогда? Ну, главное, чтобы комаров ему не налетело. Тогда лучше закрыть. Счастье автомобиль. Ой. Слушай, ну матрас как будто под эту машину шитый. Идеально. Место для разуться надо. Кому нравится Васина машина, либо ставьте пальцы вверх, либо покупайте. Недорого. Сколько, Васек? 5, да? Я не продаю. Мы ее разыграем в следующем видео. Она после моего пользования только на шрот, когда погибнет и все. Ну да. Моя судьба всегда такова, что все уже ловят на донке лещей, а я еще занимаюсь резинкой. Ну, а с другой стороны, леща я наловиться успею до воскресенья. Да и не очень-то мне хочется его ловить. Есть кому ловить. Я буду пытаться поймать сама судака. Ну, короче, я на хищника приехал. Ну, блин, насколько же классно, да, Вася? Здесь эта полянка. Просто красота. Все, погнали. Ныряешь там? Ага. Глубоко? О, она далеко зацепила. Клюнула. Да. Тащил, сопротивлялась и... А сильно сопротивлялась? Большая? Ну, хорошая, да, видел. Что, отцепилась? Нет, в бок идет вот сюда. Так может еще сидит там? Может и сидит. Прям подо мной. И не отдает. Как ты думаешь, Василий, какого размера должен быть сом, чтобы утащить Костяна? Вряд ли до червячка-то сом клюнул. Я думаю, что мне вот интересно, Есть, пошло. к чему он там привязал. Чем он леску держит? Такой у него и холотик такой, говорит, влево идет. Ну что, тащишь что-то? Да нет, там нет ничего. Ну что, погнали. Так мы никогда не уедем. Тут событие на событие. Костян уже спроворил. Главное, что спроворил, да? Ну.
Все, как вы уже знаете, груз где-то 80 сантиметров выше петля, пристегнута резинка. Резинка идет на берег, то есть она не совсем по дну стоит, чтобы не терлась резинка по острым камням. Потом бутылка, которая будет показывать место расположения груза, с мысочка на бровку. Русло там, заводь там, где-то здесь есть бровка. На эхолоте сейчас ее найдем. Вася стравливает резинку. Ничего себе, уже сразу смотрите, 7 метров. Будем искать ступеньку, то есть найдем, где начинается отмель, найдем глубину и поставим на средней глубине, то есть ровно на бровке. Вот смотрите, 12 метров, видите, и пошло ровное дно. То есть идет спад и потом идет ровная площадка. Наша задача найти, где она начнет сваливаться. Поворачиваем жопу в сторону заводи. И теперь будем идти в заводь и смотреть, когда начнет. Пока 12 метров. Заплываем жопой в заводь. Смотрим, когда начинается бровка. Ну вот пока 12 метров. Какие-то движники на дне были. Ну вот потихоньку начинается, видите? 10 метров. Ну вот, собственно, смотрите, бровка резкая причем. Резкая бровка. Куда ты поехал, я не понимаю? Ну, 8. Ну, где-то метрах на 10 я хочу поставить. Не на 12, а на 10, чтобы она на таком канте стояла, по середину канта. Проверим натяжку резинки. Можно еще немножко натянуть. Ну вот, ребят, смотрите, десяточка. Попробую на 11. Попробую найти 11, и тогда получится четко. В этих местах я еще не был так далеко. Мои места выше, на 17 километров выше по течению. Ну ничего, не поймаем сегодня живцов, поймаем завтра. Обязательно поймаем. Найдем. Если что, сплаваем в наши места, там окуней надергаем. Так, ребята, бровка найдена. Опускаемся. Лишние веревочки немножко оставим для того, чтобы, если вдруг вода поднимется на 3 метра, такое может быть. Вот так просто под пробку. И пробку закручиваем. Все. Дело за живцом. Нам это нужно сделать до темноты. 19 часов. В принципе, через 2 часа уже будет темно. Предпоследний день лета. Делаем ультралайт и спиннинги. Раз на удочку батя пытался, но голавлики одни. Голавликов нельзя ставить на живца по правилам. Поэтому пробуем ловить окушка. Я думаю, что-нибудь, да, выдерем. Нам бы лишь бы поймать, а оставить-то можно и по темному. Вот, ребят, смотрите. Вот наш мыс. Вот сейчас, где находится лодка, видите? Вот четко в эту точку. Вот, ну, сейчас уже немножко снесло сюда, а так я поставил вот на этой последней синей линии. Это резкий перепад. И вот четко на перепаде, вот отсюда наша резинка идет сюда.
Вот наш мысок. Вот это остров. Вот он. Это полуостров. Вот он. Просто сейчас там воды нету. Сейчас там суша. Посмотрим, как сегодня ночью резинка отработает и утром. Если что, завтра переместим ее больше сюда, чтобы крючки у нас болтались где-то вот в этой зоне. Погнали в лагерь за Васей и едем ловить живца. Что там буксует? Вот такой подгон, да? Спасибо, друг. Освежил. Жарко же. Очень. Эпично. Он для этого и растрёсся. Да, сразу глохнет. Но я с газком это делал, но все равно. Сразу же. Собираешься? Яблочки? Мне тоже возьми яблочко в парочку, Вась. К нам приехал мистер Никита. Никита, знаешь, что тебе хорошо было бы? А тебе было бы хорошо усы отрастить такие, знаешь, типа как у этого... Как там у вас у молодежи это, знаешь, который все время пародирует советских всяких чуваков? Липинский, как его? Я не в курсе. Не в курсе, такой в очках вечно, он с усиками в берете. Бибурашвили? Да не. Не знаю тогда. Не знаешь, да? Не, Значит, ты тоже уже старый. уже старый. Блин, какой барбарисик. Интересно, вкусный он? Ты пробовал барбарис, Никит? Не, ягоду ни разу. Я чай пил. Да? Да, когда был в этом. Василий, попробуй ягодку, С пожалуйста. веткой вместе? Не, без ветки. Там куколка. Не хочу. Куколка? Куколка. А ты в куколке, у тебя уже не тот возраст с куколки играть, да? Не в куколке. Больше у меня тот солдатик. возраст, который не в куколке играть, а с куколками. Эта кастрюлька, этот баллончик и эта горелочка мне уже как родные после Норвегии. Сколько я ее относил в рюкзаке, сколько я на ней вскипятил чая и съел сублиматов. Нравится она мне, классная горелка. Очень мощная. 3,5 киловатта вот этот шипстрик выдает. А наша вот эта плитка с такими баллонами, ББ, она 2,2 киловатта всего лишь. Сейчас чайка завариваем и погнали. Так, ты пшикалку брал от комаров? На всякий случай. Пшикалку взял. Так, Васька, лови. С переворотом поймать? Хотел одной рукой, думаю, но если выскользит, блядь, зубы еще пригодятся. Бери остальное. Сейчас спиннинг. Так, поставь. Это мотор. Пока мись. Тут есть так. Это что? А, бля. Что-то не улетело. Любят. Ждите нас на 4-е лунные сутки. Мы придем с запада. Так, Никиту так. Тебе не видно даже отсюда? Так замаскировался.
нельзя. Выдвигаемся наконец-то. Солнце уже спряталось за деревья. Не знаю, успеем, не успеем поймать окушков. Надеюсь, что успеем. Что думаешь, Василий, поймаем? Конечно, когда было по-другому? Ну давай, Костян. Давай. Клюет у тебя, да, говоришь? Да, постоянно клюет. Все, давай, не чешуи. На тебя вся надежда. Не знаю, успеем, не успеем поймать окушков. Надеюсь, что... Пару километров от лагеря приехали к какому-то островку. Ни разу я еще здесь не ловил. За островом есть заводь. Ну вот попробуем в этой заводе поймать каких-то окушков, нам на резиночку насадить. На поперочка, на поперочка. На попер ничего пока. Там еще есть какой-то островок с птицами. Сейчас мы этих птиц спугнем. О, ничего себе. Что-то крупное, блин. Это не живец. Что-то большое. Ну как большое? Ах ты, блин. Здоровенный окунь, Васька. Просто, блин, мастодон, да. О, блин. Тянешь, да? Да, натянул. Хорошая рыба. Нифига себе. Жерех, что ли? Что там, Васька? Я не знаю. Не видно. Нифига себе, блин, Василий, осторожненько. Стой, 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 залезку и в лодку. Ё-моё, блин. Вася, вот это да. Слушай, Вася, это килограмм реально. Ну ладно, не килограмм. Ну это, блин, прямо охренеть. Слушай, ну так у меня получается такой и был. Это не щука у меня была. Вот это кабан, красава. Не живец, правда. Поэтому в зачет не идет. Но зато идет в уху. Вон там жрет. Ух ты, нифига, смотри. Есть. Но это тоже не живец, Василий. Ё-моё, ты посмотри, что за размер. Офигеть просто. Из 3 левой. Ты посмотри. Ты просто посмотри на это. Погнул все на свете. Вот это размер, блин. Все, что можно, погнул. Хватит? Или пусть крутит? Слушай, Василий, при таком раскладе нам не грех и Выпить? на вечернюю рыбалку, на утреннюю рыбалку поехать. На ртушку хватит. О, гонится, смотри, сейчас возьмет. Вот он, блин, промазал. Видал? Судя по всему, тоже промазал, потому что бился. Слушай, ну они тут такие кабаны, да? Да, Как будто да. щуки. Я говорил, что, знаешь что? Ну. Вот он. О, сейчас возьмет. О, ага, есть. Ё-моё, блин, Вася, посмотри. Я поднять не могу окуня, представляешь?
Тихо, тихо, друг, тихо, 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 тихо. Слушай, блин, жалко весы не взяли. Вот это лопаты, вот это. Вот это. Да. Вот это, блин, да. Вот это лапти. Но слушай, надо уговаривать. Нет такого, знаешь что, налегке. Видно, волна идет. Надо прям паузы делать. Как у вас тут? Пока тихо. Вот делаю на судака снасть. Специальный крючочек? Ну да. Грузила. Поводок. Там Костя, наверное, разжигать будет. Фу, тут такая красивая река, Никит. Такое вообще сегодня сказочно какое-то место. Там на берегу, когда сидишь, прям погружен в такое спокойствие, в тишину, умиротворение. И прям чувствуешь, как клетки оздоравливаются. Мозг очищается. Вот. Очистился и сразу побежал, винишко налил себе. Оп. Это место заслуживает повторного визита. Что скажете, коллега? Я хочу таких окуней половить. Вон они на поверхность показываются. Но, знаешь, хорошо, что успели вообще, ну, что нашли место. Теперь будет понятно, куда приехать завтра вечером, да? На полчасика раньше бы. Ну, слушай, хорошо, что вообще нашли место. Вообще я тебе скажу. Видишь, они тут еще активничают, но, как мой батя говорит, на мясо, вот если типа на удочку, знаешь, и кусочки этого же окуня нарезаешь, толку было бы больше. Но они же тут есть, видишь, они тут курсируют. Совсем стемнело, экшн-камера даже не пишет ничего. Я еще хочу немножко с Василием покидать, потому что у меня 2 раза было так, что полная темнота, и на такие отмели выходят сомики. Выходят сомики и начинают гонять этих окуней. И 2 раза было так, что тащишь поппер, только воронка, и начинается. 2 раза у меня такое было. Оба раза я этого сама даже не видел. Таскал. В итоге подлодку и сход. 2 раза. О, что тут такое? Это окушок, но... Я думаю, Вася, с утра мы наловим мелких окушков. Куда они денутся? Для живца. То есть, если крупные клевать не будут, мелочь-то наловим. Все, ребята. Отправляемся мы с дядей Васей в лагерь. К пацанам. Посмотрим, что они там поймали. А сюда вернемся утром. Стопудово. Место жир. Напишите сейчас в комментариях, как считаете, утром будут такие же кабаны.
Или будет мелочь, мелкий окунь, живцовый, или вообще ничего не будет. Утро у нас будет через... Сейчас у нас 9:30. То есть утро будет через 5 утра. 7 часов. Хорошо, хоть очки понтовые. Смотри. Смотри, прикол. Жарвис, проложи дорогу домой. Какой ты салат, Никита, хочешь? Да, обычный весенний. Я люблю его. Со сметанкой? Да. С редисочкой? Не. Нет? Вот у всех свои у всех свои Почтение. предпочтения, да. Что Анатолич не любит сыр в салате. Янчик не любит сладкий перец. Ну, вот эту. А я вот странный человек, я люблю все. Как это можно? Видимо, поэтому я такой толстый. Ну, я тоже люблю все. Но как-то противоположность тебе. А тебе сколько лет-то? 30. Я в 30 тоже был такой худой, Никит, поверь мне. Я начал где-то в 33, что ли, набирать вес. Но меня укусил клещ, у меня был энцефалит, у меня врачи спасли меня, спасибо им большущие, тагильские наши. Вот. Но, видимо, полечили меня чем-то тем, от чего я вот начал как-то поправляться. Вот. Ну, зато жив. Знаешь, это тоже большое дело. Потому что у нас как бы от клещей на Урале мрут только так. Да я думаю, что и в Латвии тоже есть смертельные случаи. Да? Как ты думаешь? Конечно, есть. Если не ошибаюсь, 30 человек за год. Да? Да. Однако. Эти беленькие надо удалять. Как ты любишь, чтобы был перец нарезан, Никита? Так как и все квадратиками. Да, нормально. Молодец. Помидоры я могу нарезать кружками. Смотри, раз, два, три, четыре. А звездочки можешь? Я люблю звездочки. Анатолий, я могу, конечно, звездочкой, но, бляха-муха, это будет стоить очень дорого. К утру поедим. А горошком? Да. Помидоры из теплицы Анатолича. Но овощи пахнут. Очень хорошо пахнут. Да? Угу. Отлично. Оп. Никто не против острова? Против? Хорошо. Хорошо. Тогда мы его нарежем и оставим для тех, кто хочет добавить. Пожалуйста, пусть добавит. Да, ведь, Никита? Да. Себе в тарелочку. Ну уж надо ж это. Как-то все в меру. Вот в чем дело. Если водка, не больше литра. Если перец, не больше пачки. Да. А, какой салатик, смотри. Нежный, сочный, свежий. Наверное, я, наверное, кружечку хряпну и пойду спать. Это очень мягко. Звук какой-то невызревшей капусты. Анатолий. Лишь бы тебе этот. Ты, наверное, ты в школе, наверное, в классе был самым главным шутом. Ну, да? Больше всего стоял в этом В углу, да. И стою. Точно говорю. Что я такой же был, да. Стою в углу и такой головой делаю. Все смеются. Учитель раз, стою. То так головой, то так.
И не поймешь, что ты что я стою серьезно. Столько лет прошло, а человек не изменился вообще нисколько. Нет? А зачем? А зачем? Правда, что? Так. Короче, я нарезал овощи. Каждый себе кладет в тарелку, заправляет тем, что любит. Есть бальзамик, оливковое масло, сметана, майонез. Заправляйте чем угодно. Я как бы руки умываю. Думаешь? О, сальцо есть. Сальцо, ага. Вот и все. Сухага. Недорогая. Встречали. Кому добавка, да? Да. Лучше вот добавочку, она вкуснее, чем не доесть. О, не хочу. Да. А так меньше положил, съел, добавочку съел. Потом пол добавочки. Да, она вкуснее. А Конечно. когда полная, тут ай, Согласен. Ну вот мы и на базе. Как говорится, гнездо. Я кукушка. Пора честь знать. Вот это кушки, блядь. Е-мое, блин, Вась. Ну, конечно, не килограмм, но просто... Слушай, твой еще не совсем сдох, живой. Блядь, это же удивительно. Так его там порвал, блядь. Куски мяса вытащил. Слушай, ну будем прикалываться на сама заряжать, или это, ну, перебор это уже? Ну, ё-моё. Хер его знает, как ты? Ты поопытнее в этом деле. Имеет смысл? Не, Васек, завтра, я думаю, с утра будут еще и маленькие клевать. Хоть в полраза меньше были бы, и то, Да. наверное, хлеб. Надергаем с утра поменьше. Только сумку. Массу будешь отключать? Да, На всякий. надергаем с утра поменьше, этих закоптим, а сегодня на резинку нарезку поставим под Лещевскую. Я про троих говорю. Красавцы. так вы поздно прибыли. Да, поздно прибыли. Перекус. Уж я-то разбираюсь в колбасных обрезках. Ты говорил, салат какой-то, что-то там. Вот сейчас какой-то что-то там. Спасибо. Здоровья. Я Ты дома вот тогда с колбасой будешь? Давай. Ну, слушай, майонез не испортится, Нет? а сметану надо есть. Согласен. Ты видел окуней, Костя? Видел? Блин, таких. А ты видел густеру, которую я поймал? Не одну, а штуки 3. Такие, блин. Ну ладно, уже чуть скромнее будь, ну немножко. Не, Костя, завязывай. Вот такие. Вот Нет, такие. ну вот да. такие. Ну, вот хорошо. реально вот такие. Ну, хорошие, да? Они вот такой толщины, Саня. Супер. О. Ну, такого закоптил. Готовился я к тому, чтобы сделать чебуреки. Когда? Ну вот, перед выездом. Вчерась, позавчерась. И искал разные рецепты теста, соответственно. Потому что тесто в чебуреках, ну это же важная штука. Он не должно ломаться, не должно рваться. Протекать. Да? Протекать, да. Это же прям очень самое важное. Ну. Тортильи у меня вот эти вот такие, которые продаются в оптовых магазинах типа Ашана. Ашана, вот этого нашего промо. Я хотел сегодня устроить баттл. Чебуреки в лепешке и чебуреки в тесте. А кто готовил бы чебуреки в лепешке и Ну, чебуреки? я, а кто еще? А баттл тогда среди кого? А баттл среди продуктов. Какой вкуснее? Вот уж. Звук слышите? Слышу. Как будто драга какая-то там. Или немцы. А не, Вертолет. вертик, да? Может быть, это Баркас едет. Или Димыч. А, Ну, вон он, вертолет. да, вертик. Нет, будет. Вася, видишь, какая у меня скалочка есть? Хочешь поработать такой скалочкой? Если бы меня в детстве такой скалкой пугали бы, знаешь, я бы вообще не боялся. Ну как, а если... Добрый вечер. Не, в детстве так не могли пугать, так срок можно было получить. Дон Корлеоне по алкашке был. Это всякие эти товарищи. Подожди, а сын его? У него как игорный бизнес. Горный или икорный? Икорный.
А вот нету ли такого, что... Посмотри, есть Red Label, да, виски? Какие-то такие довольно живучие. Это же древняя рыба. Очень древний. Он решил пропылесосить перед тем, как ковер стелить. Слушай, ну красавцы, да? Угу. Офигеть. Толстые такие, да? Просто офигеть. И Молодец, Никит. от того, что вот это тесто сделано с этим кипятком, оно супер эластичное. Костян, Да. вот я смотрю, как ты так заботливо каждый вот кусочек теста там разминаешь, да? А когда будут готовы чебуреки? А Вася, костер там есть? Конечно, а чем я по-твоему занимался? А поставьте, пожалуйста, туда Воду? сковородочку. Воду не надо. Сковородочку. А где она? Она... Забылось уже. Давно вопрос называется, да? Видео Димыч, рассказывай, что у тебя там было на форельной речке? У меня там было. Да поехал я на какой-то там новый участок, посмотрел по карте, думаю, на этой речке, на которой я ездил, только новый участок. Да, заходишь, она по колено, вот, что слева, что справа, что посередине, и вот весь участок один и тот же, с белым песком. Даже окушков нету, да? Не, слушай, песок завезли. ну, не знаю, там, видно, откуда-то намывало этот песок. Ну и вот, как-то пару рыбин каких-то видел, за вертушкой шли, и, слушай, показалось, когда я спустился, показалось даже, ну, такая рыбина какая-то пошла, не знаю. И прошел безрезультатно, там, до поворотов дошел такие, там, ну, в одном месте на этой реке только такие повороты, дошел, ничего. Как бы места красивые, форелевые, но ни одного удара, ничего не было. Какие-то вот такие, там, в одном месте шли за вертушкой, и все. Решила переехать на то место, где, как бы, На которое надежды были? да, на которой надежды были, и там ничего, только бобер. Только бобер. И это сам. Там вообще тоже один из первых забросов. Раз, ну, типа как удар, потяжка. Ну ничего. Вытащил, думаю, может там поперек там коряга какая-то лежит. Но это уже близко к этому повороту, про который вот, ну, как бы я рассказывал. К тому самому. К тому самому. Делаю второй заброс, третий, веду, нету зацепа. Ну, значит, короче, рыба была. И там какой-то на пятый, шестой заброс. Начинаю вести, и за вертушкой разворот. Ах ты. Ну, такое, волны Да, пошли, да, да. да, Ну, да. как бы там, Да. мне кажется, будет видно это все. Волны пошли, и вот через каких-то там еще пару забросов все-таки берет у меня. Я тащу. И, мне кажется, с воды она высунулась уже и оборвалась. Я даже не заметил, что это уже сумерки такие были. Оборвалась с вертушкой? Не-не-не, ну, просто я не вытащил, она упала. И потом в начале этой ямы, в яме покидал, видно, это рыбина была, которая там крутится. И в начале ямы еще одну я рыбу зацепил. Ну, поменьше, и тоже ее вытащил, уже в руки что-то хотел брать, и она опять сорвалась. Ну, не хочешь, может, с нами на утреннюю зорьку поехать? Не-не-не, я буду рано вставать и поеду туда все-таки, куда я планировал. Не эти я так, просто места. Решил, мало времени, все равно на них Ну, потрачу. типа так, да. Потрачу все равно по полчаса. Да. Чтобы понять, вообще, в следующий раз есть смысл ехать или нет. Нету. А у нас план такой с Васей. Сейчас вот Костя чебуреки пожарит, поедим чебуреков. А потом мы коптим окуней. У нас же тут коптилка есть, холодного копчения. Да. Ну вот я думал привезти форель. Ну да, Не сегодня. мог не ехать. Ну, короче, и поедем, Димыч, мы на новое место окуневое нашли. Ночью? Нет, ну, во сколько? В 5:30 утра поедем. Угу. Так что ты мог бы утром потаскать на ультралайт кабанов и потом ехать себе спокойно. Не, я... Подвинем и пойдем.
Заряжать. Лепить. У мотора есть... Это лаваш, это тесто. Сверху масло поливаешь? Ну да, это им полезно. Так, Костяныч, это Это с тестом, а это с лепешкой вот этой вот, которая... с этой с кисазилией? Да. Слушай, а он выглядит даже прикольнее. Да, он лучше выглядит. Костяныч, знаешь, что под это Да. надо? Надо пивка взять безалкогольного. Давай. Это как раз табуракс. Димыч, ты сегодня по красоте. Ты Ну, купил так. мэшпилс и этот стабуракс. Ну, я говорю, табуракс. Стабуракс хорошая, кстати. Так, сейчас попробуем. Сок есть? На майку попробуй налить. Есть? Как эклер, только с мясом. Так. Ну, это классический чебурек. Но вот такой чебурек я ем впервые. Посередине кусай. Из этой, из лепешки, офигеть. Ну а что, Костян, Ну, ты удивил меня. ага. Я сам удивился, когда вчера сам приготовил. Блин. Это реально вкуснее. Ну, реально вкуснее, чем вот этот вот. Да? Лепешка, она и тоньше, и хрустящая, да? Офигеть просто. Ну. Варил. Пробую опять классический. Да. Но он у меня как-то... Вид у него, конечно, такой стрёмненький почему-то получился, хотя... Тонко раскатал, наверное, слишком, да? Мало сока почему-то. Наверное, мало воды было в фарше. Нет. Ты ж обычно в фарш Фарш много... там и там одинаковый же, Сань. Я думаю, что если... Когда мы у тебя дома готовили, там открываешь и прям льется. Ну, здесь я думаю, что это тесто протекло просто. Которое тоненькое. Ну, слушай, Костян, вкусно. Ну и отлично. Жарю дальше. Методично попробовал. Чебурек там завтра с утра не сделаю. Мне кажется, что я еще и всем с утра буду делать. Тесто? Тесто. Ну, Вась, померяй. Иди отсюда. 30,
3. Да, ну 32. Сейчас подсушу их немножко. Пускай влага сойдет, подвысохнут. И тогда уже закрою. Будем устраивать холодное копчение. Буду стараться держать температуру 90 градусов. Тогда и влага сохранится, сочность. Ну и, как говорится, не траванемся. Вася пошел заряжать костер, дровишек дополнительных, потому что у нас в планах дожидаться утра у костра, ибо утром у нас рыбалка на мели. Какие, Василий, прогнозы на утро? Опять же, как всегда, оптимистически. Я думаю, все пойдет. Ждем, пока засветлеет немножко. Ну так, чтобы винт об камень не разбить. Ну да. И все, и погнали. Или чтоб на берег не забрасывать. Окуней нынче коптилка останавливаться не будет. Чувствую, все выходные она будет. Да. Пока не то, что дымом не пойдет, пока не загорится. Ага. Костяныч? Да. Ты что, в стрингах? Дурак, блядь. Ну все, спокойной ночи. Давай. Спеть себе на ночь песню? Конечно. Какую? Песню гусаров? Белых медведей. Грязных или чистых медведей? Спереди чистых, сзади грязных. А, понял. Полубурах. Да. Гудит коптилочка, гудит. Просто если их не подсушить, они тогда просто тупо сварятся и все. Ой, красавчики какие. Аж камера запотела. Закрыл дверь уже в коптилку. Смотрите, пошла температура, стрелка на глазах потихоньку начинает подниматься. Ну вот, подсохли. Теперь закрываем эту безобразию, защелку, набираем температуру. Закрываем поддувало. Вот так. Ну все. Теперь только дымилово пойдет. Все, коптим, ребята. 60 градусов. Там дзот есть? Да, вот здесь вот эти вот лозы, то, что тут вот. Ну, лоза это после Первой мировой войны, это же везде по всей длине, везде ты к берегу подходишь. Сохранились эти окопы, потому что это ж доломит, что с ним будет. Они выдолбили, и вон за коптилкой видел, там ну, с головой скроешься, какой там окоп. А здесь не окоп, здесь дзот, вот здесь вот. Здесь подбетонированный вход, Ага. вот отсюда вот.
Этот же тоже говорил, вот здесь вот. Ну, желания туда лезть вообще нету. Ну, днем с фонариком давай залезем, посмотрим. Там такая поросль, что вот реально лень лезть туда. А, там типа заросло? Да, да. Было почищено, там тогда надо чистить и лезть. Вот А. так. Выкашивать? Но. В дзот стримером. Ну, нет, там с ножнями уже. А там вот так вот? Да, ну уже такие Побегайки. Ну что, попробуем вздремнуть, Василий. Ну что, Василий, как-то? Отлично. Позави всплески на реке. Да? Кипятку? Да, руки помыть. Доброе утро, ребята. Пора ехать на мель. Чего шепотом говорю? Мель далеко. Окунь не услышит. Такой, знаешь, с портфелем ноги вытер. Интеллигентный нынче рыбак пошел. Так, ну вот мы и почти на месте. Бакланы уже поджидают. Вдали едва-едва можно увидеть, а мы заряженные термосом кофе и хорошим настроением прибываем в предвкушении адского жора. Потихоньку на электромоторе подбираемся к месту. Прогоняем бакланов. Блин, у нас конкуренты. Неужели он через мель на катере поедет? Там же глубина полметра. Прям через нашу мель на катере. Я вот не понимаю, почему он не мог по руслу ехать. Не, что-то идет там. Живца поймал ты, Василий, похоже, да? Ну да, так выглядит. Бери его, не продинамь. А, жерех у тебя. Василий, так у тебя жерех. Жерех. Отпускай. Ну только Ну вот, Василий достал жереха. А жерех достал Василия. Потому что жерех оказался немерный. А Василий крайне не любит немерную рыбу. Не мерит он ее, короче. Блин, брать не хочет. Вон там прямо котел. Прямо в котел кидаю. И безрезультатно.
Что это за феномен, Василий? Как вы охарактеризуете? Ну, он прямо выпрыгивает, блин. Ага, есть. Блин, ты видел, какой он был? Блин, офигеть. Больше, чем вчерашние. А в комментариях пишут, ребята, нафига вы на окуне подсак используете? Вот нафига. Губа у окуня слабая, ребята. Блин, такой кабан был. Грамм 800. Спиннинг в дугу. Слушай, вокруг жируют, но не очень-то хотят брать, да, приманку? Что же это такое, Василий? Ну, видишь, малька жрет, блин. На попер не хочет. От одного уговорил. Ну, он бьет рядом, а на наши приманки не реагирует просто. Такое ощущение, ребята, что подопоздали мы чуть-чуть, блин. Главное, специально ж спать не ложился. Сидел в креслоне. Задремлешь на 15 минут, откроешь глаза, темно. Опять закроешь глаза, опять задремал. Открываешь глаза, темно. И в какой-то момент, бах, открываю глаза, светло. На полчасика мы где-то опоздали. На полчасика. Вот, но не хочет. Вот нажрался малька, наверное, с самого утра. И на искусственные приманки вообще не реагирует. Ну, будем еще пытаться. Будем пытаться. Приманки меняю постоянно. То поперы, то вертушки, то колебалки. Вертушки ставил ядовитых цветов, серебристые, медные, всяческие ставил. Что вы думаете, проспали мы или просто? Или просто так бывает, на самом деле. Бывает, вот на малька только его можно взять. Сейчас уже изредка он показывает себя. Такое ощущение, что просто опоздали. И вечером вчера опоздали. Приехали, буквально там 15 минут еще застали клево. Опоздальщики, короче, мы. Микроджиг в студию. Попробуем. Не нужен ему никакой микроджиг, блин. Ничего ему не нужно. Подавай ему малечка. Малечка ему, говорит, подавай. Не хочу резину, не хочу железо, не хочу пластмассу. Хочу малька. Маленького малька, малолетнего. Так, поставим покрупнее резину. Вольфрамчик. Троечку, например, поставим. С аусетничком. С таким
маленьким аусетничком. Вот такеньким. Сейчас подберем что-нибудь, какую-нибудь стрекозочку. Окунь любит, дюжа любит стрекозочек поедать. Проколем ей башку. Вот так стрекозочку возьмем и вот так проткнем. Все, стрекозочка готова. Стрекозочка вон трясуночек. Сейчас чебурашечку оденем. Вот так вот. Яе возьмем. Чик. И чирик. Чик-чирик. Назовем стрекозочку Чик-чирик. Теперь карабинчик. И это же, ребята, еще про то, что я ловлю на тончушенький вон такой вот флюркарбончик. Потом уже так плятня начинается. Ловлю. Кидаю. Хоть бахны. Смотри, птичечка какая. Вот, прилюбовался я этот пенечек. Хоть бы щученка какая выпрыгнула, да, Вась? Живец, Васильевич, живец. Не психуй. Ну во. 150-граммового типа живец. Это хорошо. Прям по дну тащил. А то совсем ничего. Ах ты, блин. Ну, вроде куснул. А не, травка. Травка была. Ну что хочется сказать. Иногда, когда на мели уже отстрелялся и клев закончился, ну сегодня его и как бы и не было у нас, но тем не менее, иногда помогает заплыть в какую-то заводь, ну по крайней мере в те заводи, которые в наших местах, с глубиной 3-4 метра. Вот как в прошлый раз, Вась, помнишь? На мели уже отрубила, заплыли в заводь, и вот вертушечку на дно кладешь. И бывает еще часиков до 9 утра можно половить как бы на глубине. Ну, он там гоняет, блин, почему ты не берешь? Вот, так что поедем, посмотрим. Тем более мы здесь заводи не знаем. Ну, в смысле, не пробовали ни одной заводи в этой местности. Вот сейчас и поищем. Ну, там уже постучим по дну. Ну вот мы прибыли в заводь. Смотрите, какой замок здесь. Кто-то же его выложил, блин. Не поленился столько доломита притаскать. Вот, заводь это имеет здесь закуток и вот там закуток. Там еще какие-то строения есть. В этой точке этот замок. А мы хотим заплыть вот сюда. До сброса воды там глубина 4 метра. Значит, сейчас около метра. Но тут есть вот такие баночки с глубиной 8 метров. Ну вот попробуем где-то здесь встать и окушка попробовать поискать. Так что плывем туда. Что скажете? Отличный план, думаю. Отличный. Ну ничего себе. Видели, ребят? Прям под носом жерешок. Блин. Жерешочек. Прям под носом. Любит жерех такие заводи. Малька давить. Вон как там хорошо шарнул, блин, ё-моё.
Слушай, Василий, ну, раз такое дело, давай будем охотиться на жереха. Нифига себе. Да тут рядом. Очень много малька. Вертушка прям по малькам шкрябает. О, не знаю кто. Похоже, жерешок. Маленький, да. Угу. Блин, сорвался. Маленький жерех. 15 сантиметров. Какое там ущелье. Видно, размывает весной. Блин, не доброс. О, рядом, видал? Прям рядом с попером. Жереха буреют просто, блин. Буреют. Ну, я ж попал на всплеск четко, блин. Что тебе надо, подонок? Но не видеть он не может это. Он просто игнорирует. Есть у меня, ребята, вот такой вот малечек. Шарики внутри у него. Видите, у него лопатка в другую сторону. Он тонет, а когда его тянешь, он начинает подниматься. Имитация раненого малька. Слушай, Василий, я думаю, проплываем еще раз в обратную сторону и поедем в лагерь. Как думаешь? Этих троллинговых спиннингов у нас с собой не взято. Вот такие мысли меня посещают последние 30 секунд. Стой. Ну. Это ж типа вот жереховая блесенка специальная. Ну, что он, блин, творит? Он типа, ну вот типа реально специально это делает. Вот видели, закинул прямо всплеск. В всплеск. Никакого результату. Тейл спиннер поставлю. И скоро всю коробку у себя переберу с этими воблерами. Я чувствую, что нас хотят развести. Надо валить отсюда. Блин, нифига себе, какой кабан вывернулся. Ну, давай. Ну, блин, я все уже, блесну, за спиннинг зацепил. Все уже, сваливать собрался. Да видел, два лаптя выскочили. И здесь он как дельфин же. Блин. А те два одновременно, главное. Не знаю, ребят, где мы так нагрешили. Но вот это вот болото. Жерехи целиком выпрыгивают и по-всякому. Сплошь и рядом. Никак там не удается их заманить. Такое ощущение, что у них просто тренировка по прыжкам. Прыжковый день у них сегодня. Физкультура. Урок физкультуры. Как говорится, просто прыгать. У них сегодня задание. Целиком выпрыгивают, блин. Вон, все. Просто, блин, смотрите. Просто как дельфинья стая. Что вот как? И на всплеске крупных, и на всплеске маленьких. Но один на маленький всплеск я закинул. Удар был у меня. И все. Вон.
И большие вылетают целиком. И вон эти вот щепки. Ни на какую вертушку. И с вольфрамчиком потяжелее, и полегче. И дальний. Ну вот они. Как бы. Спасибо, я понял, куда кидать. Окей, вот я закинул. Чуть-чуть дальше, как я всегда на жереха делаю. Ну, ждем удара. Вот, как бы, ничего страшного. Мы еще не хотим спать. Нам не надо в лагерь. Зачем? А, знаешь что? У них с лещом договор, чтобы мы не поехали леща ловить. Они нас в этой лагуне хотят заморить. Изморить. Нервный тик начнется сейчас. И чем дальше, тем страшнее. Загнали нас в самую мель уже. Наверное, хотели катер угнать. О, пожалуйста, видели? Около лодки. Говорит, а смотри, как я умею своему другану. Уже до того дошло, что закинул на всплеск. Тяну леска по спине жереха. И он так раз и уплыл. Только собираемся, уже все, спиннинги положили. Быбых, 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 быбых. Быбых. И так вот хулух, 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 хулух по поверхности. А, вон там шарахнул. Поедем туда. А чего ж не съездить-то? Мотор есть, руки, ноги есть. Езжать умеем. Поехали. Олимпиада у них по прыжкам. Окушочек бегает маленький. Ну взял бы хоть, нам же знает же. О! Вот такой вот жерех до самой лодки бежал. Ну, как бы, ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Да, хоть бы, блин, на кушочек. Ну, для живца. Ну, хотя бы. Ну, нам что? Живец нужен. Все, Вася, я морально истощен. И порабощен жерехом. И вот сейчас мне на этом забросе надо вытащить жереха. Большого, да? И тогда будет... Тогда мы на вечерний клев окуня поедем отсюда, да? Минуя лагерь. Погибнем тогда. Заедем к Костяну, чебуреков возьмем и дальше. Спички в глаза вставим и поехали. Мы устали терпеть эти издевательства, уважаемые зрители. Там есть эксперты, подскажут, что делали не так. Мы с Василием уверены, что среди вас найдутся гораздо большие профессионалы по жереху, чем я, которые напишут нам в комментариях, что же пошло не так. И сегодня у тебя 2 жереха и было. У Васи сегодня было 2 жереха. Один 30 сантиметров, один 20. То есть, в принципе, 50 сантиметров жереха у Васи сегодня было. Вот. Погнали в лагерь, ребята. Погнали в лагерь. Надо помыться. Я думаю, надо было сетку брать. И поспать надо. Вот что надо сделать. Наказать их за эти издевательства. Поспать. Жереха не так легко в сетку поймать. Ну, мы бы загнали. Но на спиннинг тяжелее. Вот, поехали в лагерь. Иначе начнутся тупые утренние шутки. Не, ну может сегодня Васе половим на донке, посмотрим. Спать долго я не намерен, часика 3. А тогда получается, что можно и на донке часа 3 посидеть. Зря червей купляли. Здравствуй, родная гавань, прибыли мы к тебе.
Жереха 50 сантиметров. Вася взял. Одного 30, второго 20. И у меня окунь сорвался такой же, как вчера. Может, чуть даже покрупнее. Или такой же. Или покрупнее. А давно ловишь? Сильнее. Ну, поймал что-нибудь? Два этих, две густеры. Ага. А так вот клев пошел, ближе сразу и пошел. Ой, ребятки, 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 погоды стоять какие. О, тут еще тепло. О, смотри, Никит, смотри. Что-то там. Алера Саши. Видишь, написано? То есть для Саши. Стало быть, для меня. Еще для Валеры. Ну, я там неразборчиво написано. Вот такие наши теплые еще, представляешь? Ой. Ну какие тверденькие. Хоть, как говорится, в карты играй. Так, господа, встречайте. Аплодисментов не надо. Окуни собственной персоной. Причем полоски выполнены горизонтальные, около 4 сантиметров. Такие, как в оригинале окуни, идут с комплектацией максимум. Как их зовут? Их зовут Федор, Да. Евстигней и Нуца. и марципанчик. Марципанчик. Консистенция, значит, проверяется таким образом. Сухой. Не, ну как сухой, что ты? Мяса там нету. Давай посмотрим. Скоптилось. Ой, красота. Вот она какое. Так, Нет, я Вот, хочу смотри. оценить жанр. видишь? Кости отходят. Кости отходят. Какие шутки рождаются, да? Да, на По ходу утрам. прям, Ну, когда что-то. не спишь всю ночь. Ну что, Костян, будешь пробовать? Или Я- мне в одну харю жрать? Я хочу евстигнея. Только с моих рук. Евстигней ждет тебя. Ну ладно, нет, давай, чё уж. Евстигнея я всего не съем. А у... А Евлампия поднадкусываю. Да. Знаешь как? Скажу тебе. Как по мне, мог быть немножко помокрее, да? Да. Но сказать, что плохо, ну, нельзя. По Ну, сути вкусно. Да, ну и хорошо сказать тоже нельзя. Думается мне, что Передержали немножко. Да, думается мне, что если бы он был жареный, было бы лучше. Ну, нормально, нормально. Съедобный, по соли нормально. Интересное за копчением. Да. Что-то между сушением и копчением. Вялением и, и Да, копчением. да. Но зато ты знаешь, Кость, Костя полночи говорил, что не получится закоптить. ага, Я говорил, что не получится. Я говорю, нафиг вам это надо. Ты вчера был эпицентр несогласия. да. Да, всегда должна быть оппозиция. А как? Без оппозиции нельзя. И чё, говорит? Я борзый вчера был. Ух, Нам сегодня Жерик так Главное, говорил. что он- Мы кидаем. Сколько кидаем, времени кидаем. сейчас? А сколько время? 11. 10:30. Полчаса передержали, потому и подсохло. Вчера, потому что ночью был план какой, что в 10:00 надо снимать Да, со сковороды. потому что там еще жарко. Слушай, не, нормально идет. Заходит. Еще б, знаешь,
Если бы был бы вот такой черный хлеб, намазан маслом, О, и вот это вот разложите бутербродик, что, принести масло с хлебом? давай, Костяныч. Вот это завтрак. Там вполне возможно, что он придумал эту историю. Это у тебя пентагон. Почему ты окуня не ешь? Я уже поел. А ты, Костя? Не хочу. Ну тогда лицо хотя бы другое сделать. Вот Не хочу. это не Костя, Никита. Не хочу. Это мясо вот там. Сосиски поменяли свою молекулярную структуру. Сосиски по-обжарски. А когда все съедим, будут сосиски по-обжорски. Ну. Красавчики какие. Румяные. Ну, Васька румянее. Васька 100 пудов. На румяниные щечки. А ты меня еще так за шариком покатай. Ай-яй-яй. Да? А ты сколько, с расчетом по 2 яйца на человека? Ну да. Костя, возьми нож. 6 яиц Нож получается? возьми, пожалуйста, Костя. Костя, возьми, пожалуйста. Смотри, какой интересный ракурс, Костян. Ой, Костяныч, Костяныч. Ох, ты ё-моё. Люблю я, когда в завтраке есть и сыр, и яйца, и хлеб с маслом, А я так люблю. А йогурт? и сардельки, и помидорки. Вкуснотища. Последние деньки лета. Ну, конечно, блин, лето у нас классное. То, что там говорят, балтийский климат капризен. По сравнению с норвежским, у нас просто тут какой-то, я не знаю, Сан-Паулу. Потому что в Норвегии 1 августа, там, где мы с Янчиком были, температура была днем плюс 14 и ветер, ночью плюс 9 и ветер. Был один солнечный день или полтора. С температурой плюс 16, так хотелось в трусах ходить. А у нас вон тут плюс 24 в 11 утра. В 2 часа дня будет плюс 28. Жерех бы еще клевал. Вечером приедет Янчик. Где-то часиком к 5:30. И мы поедем с ним на мель и с Васей. Янис сказал, покажет нам, как ловить. Плюс он возьмет с собой каяк. Собирается в субботу рано утром. Узнал, что мы на лодке не поедем с утра в субботу.
Поэтому будет на каяке пользоваться. В принципе, тут на каяке до той мели доплыть вообще не вопрос. Можно. Может, так и сделает. Слишком далеко. Надо поближе бутылку поставить. Я когда натяжку пробовал, я не знал, что Вася уже все карабины туда стравил. У меня резинка стоит на 150 метров, а должна быть максимум на 100. Надо переплыть, приподнять груз, подплыть поближе. Нет, я подтягиваю. На этот раз такой монтаж. Шнур, вертлюг. И вот через карабин вот такой кевлар с такой пластиковой вставкой, для того, чтобы никак он не смог перепутаться, перекрутиться вокруг основной лески. И тройник напрямую я завязал. Вот такой длины поводок получился. Ставим 2 крючка с нарезкой, 1 крючок с окунем. Смотрите, сколько здесь калины растет. Я знаю, что она съедобная будет только когда мороз первый. А помимо калины еще растет здесь барбарис. Целые заросли барбариса. Кстати, барбарис уже спелый. Но тоже очень кислый. Недаром конфетки барбариски кислые. Но, слава богу, что не такие колючие. Вон какие шипы. А еще здесь растет шиповник. Вон целый куст. И какая-то еще ягода. Невкусная. Ну что ты, Буду окуня ставить, а так я нарежу. красноперку пробовал? Краснопер целиком. Или груз кормушка. Нет. Хороший. Вот таких вчера у меня было штуки 4. На дальнем забросе? Да? Хороший подлещик. Сегодня во сколько собираешься? Из живцов у нас сегодня красноперка. Слушай, приезжай, в воскресенье приезжай во сколько хочешь. Ну, то есть у тебя ключ есть. А там есть... Небольшой подлещик. Очень вкусно пахнет рыбой. Серебристого цвета. Имеет широкую форму тела.
И звезда нашего сериала. Ух, какой. И на такого окуня мы в Даугавпилсе поймали сама на 8 килограмм. На эту же снасть. Здесь планируем поймать на 10. Хотя бы. Хотя бы. Это первое. А если на 30 О, как сможешь давит. вытащить? О, как давит. С лодкой смогу, да. То есть живцы все крупные. Если судак, то реально большой. Если щука, то не обязательно большая, полторашка может быть. А если А если сомик, и трешка вполне. А если щуку сом съест небольшую? А если... Не нравится мне здесь дорожное покрытие в этом регионе. Опасно. Живцы стоят на бровке с 12 на 14 метров. Вот здесь 12, здесь 14. И вот на этом срезе стоят живцы. Ну как стоят, плавают. Может, они бы и хотели постоять, но У них нет ног. у них, во-первых, нет ног и нету голоса. Вот русалка, видишь, как получается? Она за ноги на голос выменила, да? А рыбу очень сильно обманули. Ни ног, ни голоса. Ножно-голосовая пирамида. Там в пирамиде всегда первый получает что-то, а потом, когда остальные в очередь встанут, уже... Слушай, Костян, а вот говорят, выражение такое есть, подножный корм. Ну, К рыбам, получается, это не относится. Но зато рыбе можно дать под хвост. Или взять за жабры. обязательно. А рыба даже может взять за губу. А рыба может дать леща. Мне только что дали. Нет, тебе дали подлещика. Подлещик. То есть ты... Каждый подлещик мнит себя вещом. Саня. В твоих руках? Вообще, это ж, как говорится, ставь себе большие цели. Не успел на нее среагировать. Сейчас молчит, может, сожрал его. Смотри, окунь уже работает. Смотри, видишь? Если тебе нужно передать какое-то сообщение рыбе, для чего колокольчик? Подходишь? И тогда он уже там вибрациями по леске передает. Может быть, клейка. Ложирная. Густерина. Здоровенная. А это гусера? Да, прикинь. Изживала всех червей. Доволен? Да. Только пришел, уже 2 крупных рыбки. Хорошо. Ждем леща. 2 червячка и 2 опарыша в подсадочку. Оп. Вот так вот. Уважаемые зрители, я и Василий докладываем вам о том, что мы уходим на ночевку. Сейчас без 9 минут час, то есть 12:51. Увидимся в 4 часа. Не хотел перебивать, слушай, а может есть вентилятор какой? Или с опахалом кто-нибудь? Нету? Никит, спокойной ночи. Слушай, если вдруг Янка приедет раньше, чем мы проснемся, Не разбудишь пускай его. нас, хорошо? Да. Тогда не пускай его. Оба, есть.
Закидываем, и держим открыто эту катушку. Но там зафиксирована длина. Мне кажется, здесь глубина метров 30, 25-30. Да нет, это просто много времени занимает, что ее еще в сторону несет. А, Не вертикально вниз, а в сторону. может быть. Мужики, на что ловите? Если на колбасу я клюну. Ух, Так. о, что-то сидит там. Ух ты, как так? О, Сорвалась? Ага. Что ж такое? Не туда маленько, ну ладно. Кто-то коврик выбивает. Ух. Бодрая густера, прям не хочет выходить с глубины. Такая бодрая, блин, вообще. Спасибо, Сергей Анатольевич. Ой, как хорошо. О, класс. а наши рыбачки дома тут? Эй! Братва! Здесь класс! Здесь хорошо! А, может, тут булька. Боль. Кому какую рыбу насадить на крючок? Сомика? Да. На сколько? Килограмма 3. 3 килограмма. Принят заказ. Ожидайте. Ожидайте доставки. Ядовитые синие зеленые водоросли. Вот такая же ситуация. Что, Тянул зацепил? и пшик. Рыбу Сейчас я уже тут. Рыбу тянул. Какой-то есть. Чип и Дейл спешат на помощь. Вернее, только Чип. Что? Ты скорее Дейл. Дейл? Ага. Спасение зацепа. В главных ролях Константин Тяните. Дайвер. Идет? Даже не сорвалась, смотри. Дурочка. За камешек, да? Заплыла. Ага. Что идет показывает. Ее отпускать такую надо. Пускай растет. Всё, ушла под камень. Под камнем стоит. Видишь? Ага. Один раз ударила и успокоилась. А, да, это густерина шустрит. Это. Наверное. О! Да блин! Заколебало! Раз Никита, добрая душа, сходил нам за опарышами наверх, то мы проведем эксперимент. Ой-ой-ой-ой, разбегаются, заразы. Посадим на крючок исключительно опарышей вперемешку белых и розовых. Такой вкусный будет у нас. Деликатес. Подлещик. Да нет, поклевка была не подлещика.
колокольчик провисает чаще всего. Ну, в 50% случаев. А это вот дробно так хватает. Так. Блин, так его еще хрен возьмешь. Блин, какой он скользкий, зараза. Тяжеленький такой. Ну, не то, что прям совсем здоровенный лещ. Ну, уже и одорвал крючок, конечно же. Смотри. Губище твердющие у него. Вот он за камень завел и сидел там. Потом смотрю, ты ушел. Я смотрю, удочка же зацеплена была. Да. Она, смотрю, ву-ву-ву, вот так вот. Представляешь? Молодца. То есть хорошо, что ослабили, да? Угу. Он сам выбрался. Как ты оценишь улов? Не, ну первый более-менее большой подлещик или маленький лещ. Первый. До этого были только такие подлещики все. Вот первый. Что значит есть? Значит будут. Продолжаем работать? Просто шарики съедобные, из чего не знаю. И пахнут карамелькой. Написано бойлы на леща. Конфеточные. Не знаю. Может, за хвост? Может быть. Что-то тянется тяжело, но не дергает. Ну, наверное, небольшая белуга. Это лещ, наверное, Евгений Анатольевич. На ваши шарики. Да, слушай, лещара. Не иначе. Даже не знаю, что так. Ох, здоровый! О! Здоровый! Вот тебе и шарик, и бойлик. Да. Вот так. Это густера. Ну, Вещь. Здоровенный. Не пойду я жрать, пожалуй. Буду сидеть. настоящий. Ну. Давай возьму цена. Есть крючок? Да, сейчас, подожди. У него такая губа толстенная, твердая, что крючок не достается. Сейчас. Опа, есть. Держите? Да. Ого. Не, ну если уйдет, не жалко, что большой. Если маленький ушел. Если что, в садке прям несите, может в садке понесете? И это, ого, здоровый, блин, зараза. Ну вот. Полторашка есть точно, да? Вот тебе бойлик. Угу. Эх, эти ноги. Ух, какая рыба. Ура! Эксперимент удался! Червяки. На червяка идет только этот, густерка мелкая. На бутерброд тоже, но иногда подлещик. Отдельно этих белых с розовыми ставил, тоже мелкая густерка. А на бойлы, вот смотри, это, видишь, красотища. Лежит на столе. Поспали, помылись, искупались. Ждем Янчика, чтобы ехать на рыбалку, на лодке. А завтра я присоединюсь к бате с Костяном. Надо тоже немножко на донке побаловаться. Завтра, правда, погода поменяется. Будет сегодня плюс 24, плюс 26, юго-запад. А завтра будет плюс 20, иногда дождик. Но не знаю, какое направление ветра. Башка чешется. Мылся.
Может, мозг растет? Растет, волосы потихоньку выдавливаются. Сверху вообще уже все почти выдавило. С боков, наверное, лезут. Еще сюда. Мозг же он туда. Не, у меня по-другому. У меня давление высокое, мозг кверху прижимает, волосы выталкивает. Smart and beautiful. Готов рыбачить? Где все? Сергей и Костя рыбачат? Конечно. Хорошо тут? Помогу рыбу поймать. Ну, а тоже они... Вроде клевало. Четыре подряд вот таких. Хочу вообще как из ведра. А нам-то до лампочки надо, ни хера не надо. Янчик, ну купил, что тебя Костян попросил? Да, Ну. купил. Ничего. Оставил малую в садике. Ага. Думал, нафиг. Он написал там, зайди в Максимум, купи там 2 пачки. 2 пачки вот этого. Мела. Да. Мулизан. Ничего, я оставил в садике малую. И думал, ну что, я в Максимум буду ходить. Зайду там в алкогольный магазин, где мамки идут сразу с садика с утра. Куплю сигареты. Я прочитал на кириллице, что сигареты. Захожу, мне там Молисана, сигареты есть? Нет. Ну ладно, думаю, может только в Максиме торгуют. разбирается в марке сигарет. Может только в Максиме такие есть. Захожу в Максиме, там, блядь, атрас кассы, сразу к продавщице. Мне 2 пачки Молисана с сигаретами. Так смотрит на меня, это макароны. Дядя Петя, ты дурак? С утра. Она удивительно, Надо что ж тебе так просто стопку не... Удивительно, что она тебе просто стопку не налила. На, похмелись, парень. Хорошо, что я тебе семечки еще не купил. Это для съемки он написал. Да. Не, как ты написал там? Для съемки нужно или как-то? Да, для съемки. Это тоже я прочел, семечка нужно. Привез бы сигарет с семечками. Саня Да. отмеряет по граммам, смотри. Это не грамма у меня. А что это? 3 перста. 3 3 перст. 3 перст. 3 перст. 4 перст. А ферст это что тогда? 5 перст. Крепкий хочу я сегодня чай на рыбалке. 6 перст. Чефирь практически у меня будет. Правильно, есть бутерброды так надо. Сначала берется Я специально в бутерброд комментарии, знаешь, что с напишу? сыром. Знаешь, что я напишу специально в комментарии? Скажу, вот она кухня, хваленая кухня Костяна. Вот она. Еще одну поймать побольше. Вот. Пятую сразу на эту бойлину. Интересно, завтра будет так же клевать? У вас там А, бодренько слушай, клюет. это- Не, ну которую сдохшую рыбу сварить, наверное, надо. Слушай, так ты окуня когда съешь уже? Окунь с чаем? Сначала первый бутерброд был с майонезом. Майонез. Сейчас бы еще горчички, но я выпил. Все. Кто-то есть. Ага. Не дергай, не дергай. Сработала резиночка. Сначала дергалась. Сейчас. Похоже, сомик. Не, или судачок, потому что
сомик бы не сдавался до последнего. А судачок уже замучился. Да. Слушай, не на окуня. Похоже на гусеру. Слушайте, ничего нету. А что это было? То есть это у меня не рыба была, это коряга была. Ага, тянул ты корягу, а бил окунь, видимо. Зря тащил. Я говорю, надо будет потом... Наверное, подошла щука крупная к окуню, и он там, бедолага, боялся. Сегодня мы не опоздаем. Что? Все валится у меня. Поехали, уже 6 часов, мы уже опаздываем. Не, мы вчера приехали в 9 часу. Да, только мы уже опаздываем на клёв. Поехали, покажем Янке, где мы обычно окуней ловим. Пачками? Да, вот таких вот поросят. Сегодня мы должны поймать столько окуней, чтобы в эту сковородку. Здесь самцы, здесь самки. И при том, что они должны туда поместиться так раз за 6. Ну, минимум 6 жарок. Черные вдовы. Без пиздежа. Дубайский шейх со своей свитой. О, хорошо. О. Ну что, сегодня мы с Янисом втроем. Он сказал, покажет нам. У него специально есть, видите, он нашел спонсоров и ни с кем не делится. Да. Всех окуней распугает. Смертельный номер. Вася ныряет на глубине 30 сантиметров. А выглядела мельче. Нет, не выглядела. Похоже, яйца замочишь все-таки. Вот так-то. Так, ну что, кидаем мы уже полчаса, никаких движений на воде вообще нет. Вот, сейчас 18:41. По моим прогнозам, клевать начнет 7:30. 19:15, 19:30. Но если начнет. Такая вот эта рыбалка штука. А на Донке в лагере клюет. Бакланы сегодня сместились от того островка. Вот туда. Вот там какая-то часть чаек, какая-то часть бакланов. Вон они там крылья сушат. На дорожку идешь? Ну давайте, валите. Одна чайка смелая и 3 нырка. Нырки пошли. Как умело я пародирую нырков. А вот тут и окушки будут. Смотрите. Малек.
Ну, тут можно уже пробовать что-то предпринимать. Ну, начинают потихоньку окуни шебуршить. Только что всплеск был окуневый. Сейчас пойдет. Так, ну вот мы и прибыли на место. Почти 100 метров осталось на электромоторе дойти. Ну, пока доходим, пробуем тут немножко где поглубже покидать. Преодолеваем косу. Ну или просто садим лодку на мель. Пойду пару забросиков сделаю. Жерех там бьет все время. На лодке не подобраться. Вот смотрите, кошелек. Вася, ты сегодня про кошелек говорил, помнишь? Кошелек? Да. Карася нет внутри? Или это какой-то вкладыш? Посмотрите, это коса. Ох, блин, больно. Полностью состоит из ракушек. Полностью вся. Малек есть. Малек есть. Ну вот, клёва пока нет. Но еще не время. Еще 25 минут примерно до клёва, по моим прогнозам. Почему я так уверен про то, что если клев начнется, то чуть позже? Потому что всегда, блин, на мелководье, когда речь идет об окуне, солнце должно скрыться. Когда солнце лупит, смотрите, вода прозрачная. А вот так солнышко скрывается и начинается. Недолго. Бывает, что 15 минут, бывает 20, бывает 30. Ну, максимум час. Но зато за этот час можно, блин, столько наловить. А, опять жерех. Издевается. Вот здесь вот прямо. Но не будет он сейчас. В сумерках. В сумерках. Все жерехи, которых я поймал на Даугаве, пойманы либо рано утром, либо поздно вечером. Причем бывало так, что уже камера не писала. Очень поздно вечером. Когда уже особо ничего не видно. Блин, ракушки эти острые такие. Я скоро в йога превращусь. Йогурт? В йогурт, да. Когда-нибудь мы все превратимся в йогурт. Тебя как там, что, брала что? Да нет, под ногами там крутится, бьет и... Утренняя тема, да? Утренняя тема. Ну рано, солнце высоко. Рано. Это было, блин. Ты видел, да, Вась? Да, да. Рядом, когда? Вот это было коряга, слушай. Нет, какой рядом? Он же мне хватанул за блесну. Я даже подсечь не смог. Он вырвал мне ручку катушки из рук. Вот это было коряга. Ребята, вроде что-то начинается. Сейчас большой жерех. Мне так хватанул за попер с таким всплеском. Мне ручка катушки из рук вырвалась. Ну, не ожидала, потому что уже, блин, машинально просто проводки делаю. Просто жду, когда солнце опустится ниже, но не подсек. Ну, серьезный, Вася вот видел. Василий, подтвердите. Чувствую, Яня сейчас поставит попер. Не выдержит он. Его рыжая борода начинает выпрямляться. 19:21. 10-15 минут
И начнется адская раздача. Прогнозирую такой клев, что будем вытаскивать одновременно на 2 спиннинга. То есть кто-то из нас будет спать, да? Кто-то из нас будет заниматься обмерами. Ну, не знаю, если мы втроем одновременно будем таскать, это будет, конечно, джекпот. А где подсак? Мы без подсаков, мы по-спортивному. У нас есть перчатки. Так, ну что, 19:29. Пора клевать, ребята. Ну, уже, может, даже. Если кто-то нетерпеливый. Вот оно уже за деревьями. Я, кажется, нашел окуня. Вот камушек, и вот там, вон там стайка окуней. Да, там стайка окуней. Сейчас начнем откидывать. Подплыли и круги исчезли, да? Ну, наконец-то, Янчик. Живца ты тащишь, да? Или нет? А, если это щучка, тогда это, А, щучка маленькая. мне кажется, да. Похоже на окуня. А, и рядом другой гонится. Ничего себе, смотри. Вот это, да? Ну, что, пошла раздача тогда, да, получается, так? Да. Красавец, отлично. Кидай в рундук, молодец. Ну, Туда, в красную подсветочку. почему не он? Ну, он. Его высоко Преосвященство нам дарит райское блаженство. Ой, хорошо так, а. Божечки мои. Щара? Как он идет из глубины. Сейчас возьму, сейчас. Подождите. Вон какой здоровый. Натурально. О, так. О, все. Жирная, толстая, бодрая, как зверь. А вот кое-что тащит, да, за подсаком-то мне. Вот у меня клюет на удочку там. Ай, густерка. Добрый. Вот только поставил червяка, сразу вот эта густера начала дурацкая клевать. Малая, да? Ну, Ну почему дурацкая? Она уховая. уховая? Уховая. Долбает. Да. Такие большие. Только большие крысы. Тут. Почему? Да какой она тухлая? Клюет Сергей Анатольевич на первом. В этих местах нужно пить пиво под названием Стабуракс. Колыбель латвийского этноса. Янчик? Будешь? Но латыши не уважают Стабуракс. Не обратила внимания, пузатый он был, может, наевшись. Или не пузатый? Да. Вчерашние вечерние пустые, кстати, были.
Ну вот где-то в это время Вась мы ловить начали вчера. Да вон там просто один, ну, раздает такие раздачи, но на приманки не реагирует. Просто большая стая окуней. То есть пока этот отвлекся, нихуя, да, у вас? Ну смотри, вон, они просто жрут. Прямо перед этой косой. Они малька к косе загнали. Кстати говоря, Димыч же сегодня утром поехал. Мы поехали с Василием на лодке, а Дима поехал форель ловить на речку. И у него даже ни одной поклевки не было за целый день. Так что сегодня такой день странный. Завтра перемена погоды. Сильно меняется погода. Вот. Может, с этим связано. Но в любом случае очень кайфово в такую погодочку дышать свежим воздухом на лодочке. А, смотри. У меня тогда, когда ударила, крючок сломала. Оторвала крючок с попера. Офигеть можно. То есть одним крючком остался? Да. Я еще думаю, блин, такой сильный удар был, и не засеклась. Думаю, как это? Ну, неужели не за крючок? Там хороший стукнул. Да, там очень хороший стукнул. Это офигеть, да, Янис, когда такой у них раздача идет, и они не берут. Ну, вон, посмотри, что творится. Что творится, блин. Собралась, ребята, просто вот вся коса, огромное количество окуня просто раздает, гоняет. Вообще не клюет, вообще. Что-то хорошее у тебя опять. Успокойся. Ты же должен ловить. Успокойся уже. Что-то есть? Краги, брат? Вон, Янка, за это затащил. Это окунь, завид. Нифига. Янчик Пакеш. Во. Вот это дело. Ну ладно, 10%. Красава. 10% моих я вытащил за леску. Ну что, ребята, как выясняется, это никакие не окуни. Это жерехи. Сходят с ума, блин. Около самой лодки. Но у Янчика пара окуньков есть, но сейчас вот зацепил. Подъезжаем. Спасем бедолагу. Но у него 2 хороших окуня и 2 сорвались. Не менее хороших. А жерехи эти, во-первых, небольшенькие, не крупные жерехи. Стая целая задавила сюда к этой косе малька. Поймал Янис на похожую вот на такую вот приманку. У него похожая пузатик, только с полосочками. А у него вот на такую вот вертушечку с пузиком. Она вращается так необычно. Она так не так, как нормальная вертушка, а так как бы типа некачественно вращается. А жерехи там продолжают на косе буйствовать. Не обращаем уже на них никакого внимания. Игнорируем их полностью. Они игнорируют нас. Мы игнорируем их. О, бьет у меня по этой, по собачке. Но это жерех. Бил и не взял. Да, жерехи. Хвостом бьет он по этой собачке. По поперу вообще отказывался. Поставил вот такой вокер. О, ни хрена, Янчик. Так это здоровая у тебя была хрень. Все ж фрикцион сработал.
Это результат. Я поймал маленького жереха. Оставляю на копчение. У него минимальный этот размер есть. Увы. Вместе с моими двумя будет уже 54 сантиметра. Тащи. Живца тащишь? Не, такого. Жерех. Судак. Говорю, это судачки были. Это судачки, нафиг. Покажи-ка Потому мне я его. не подсек их. Вот сейчас я врубил нормально. Это просто судачок. Такой маленький судачок. Выключай камеру, и мы его выпустили, типа. Ну нет, нет, клюют только так. Очень много. Не успеваешь бегать между удочками. Разрешено же 2 удочки каждому рыбаку. Цеплять ничего не буду. Далеко. Где-то вот сейчас подо мной уходит вниз вертикально. Сковородочного типа. Заглотила. Из маленьких зеленых. А что вы принесли-то сюда нам ее, Сергей Анатольевич? Не надо. Не умеешь такого готовить? Не надо. Потроха в мундире. Забирайте, сейчас мухи как поналетят блин, сюда. Первый. Да? Сухие, это сырая. Не, это сухая. Ну, полусырая. Она прям музыкальная. Большим голову отрезал, а мелкий помиловал. Ну, очень много тут для ухи. О, как звучит.
Отдыхать надо размеренно. Работать по чуть-чуть. Фу, сделали одно хорошее дело. По чуть-чуть. Так, а это мне шаманские травы. Аджика жгучая. Ну-ка. Сильно не переусердствуй, Да. чтобы немножко рыбы пошла. Ну что, совсем темно. Судачки приплыли на мель маленькие. Я не говорю, что это могли быть не жерехи, а просто много судачков малых вышли с русла на эту мель. Там, где вот это весь движняк был, там же мы электромотором практически цепляли. Там глубина 30 сантиметров. У нас с Васей голый вассер. Поплывем на базу. Что скажешь, Янчик, или еще половить хочешь? Я приехал тут ловить. Ловить? Ну, в принципе, тут глубина маленькая, мы можем тебя оставить. У тебя же, бать, против ракушечные эти одеты, а мы с утра заберем тебя. Чесночку, лавровый листик, горошек и один острый перчик. Пару ложку муравьев. Еще чуть-чуть, все. Надо стоять смотреть, потому что она может на таком огне выкипеть, вся вылиться просто. Василий, мы интеллигентные люди, я попрошу вас не выражаться. Я не интеллигентный человек. Я не интеллигентный человек, не насрать. Заготовленное заранее мяско дома. Заготовленная дома картошечка, чтобы не возиться. Картошечка замаринована. Мяско замариновано. Сейчас мы в мяско добавим специи еще. Это вырезка свиная. Она готовится моментально. Вообще вот так. И все. То есть, в принципе, если в номинации «Самое быстрое блюдо», как вот приготовить быстрый салатик, берем уже жареные мозги. Аджика. То, что ты любишь, Никита. Но я чуть-чуть. Что это, не стесняйся. Вася, Вася. Выглядит аппетитно. Смотри, какие кусочки, Никита. И картошечку, а потом смешаю это все. Это маринованное мясо? Да. Просто лук и соль. И перец? Нет. Вот сейчас перчика добавил немножко. Такой был лов, что я как бы... Лов? Что я приехал уже... А тролли не пробовали пока? Приехал уже такой теплый. Там дырка есть для гвоздя. Я вот так сейчас хочу сделать. Подожди, давай я. Давай я. Чуть-чуть, 2 сантиметра не хватает. Вот так, вот так. Вот, подожди, что, не, вот так сейчас повешу, сейчас повешу. Сейчас надо развернуть сразу прожиг. Вот так. О, красавчик. Смотри, Костян, одной рукой играю. Красавчик. Райдер Сандерстор, знаешь? Так? Наверное. Посмотрите видео прошлого года или этой весны, где мы на полуострове находимся, и Саня играет на гитаре, и как он играет сейчас. У него... Так же самое я играю. Нет, ты чё, у тебя такой прогресс
Прям гигантский прогресс у тебя, Сань. Ты там еле-еле что-то мог пару аккордов сыграть. А сейчас ты прям уже... Можно билеты продавать на концерт. В отличие от тебя, у меня уже есть одна фанатка, которая всегда нравится, когда я играю. Это моя дочка, у нее есть гитара. Да ладно. А сколько ей лет? 3,5. У нее гитара есть? Да, у нее есть... Маленькая какая-то? И у нее есть любимая песня, когда папа играет. Давай. Это примерно вот так. Ну, правда, я еще и пою. А что так коротко-то? Сыграй подольше. Мне тоже нравится. Но здесь нет моей фанатки. Ну, Вася, я уже твой фанат. Мне очень нравится. Очень. Особенно вступление. А я потому что как только это делаю, она сразу отвлекается. Не важно, что она делает, сразу отвлекается на меня. Сейчас папа сыграет. Ну, причем эта песня может быть очень длинной. Абсолютно. Главное, что я все слова знаю. Да. Слово. Ну вот такая, он поет. Отсюда смекен смага. Да смаге рага снага так. Вот это. Ой, что это? А пуду. Вперед! Ну вот так вот. Типа, как будто это реальная песня, только ни хера не понятно. Типа. Давай. Мы однажды с другом Васей отдыхали на турбазе. Я из Волги не вылазил. Я с утряшки долбанул. Что нам рифы, что нам мели. Отдыхали как хотели. Отдохнули, загорели. Жалко Васька утонул. Через полчаса с турбазы притащили водолаза. Разбудили, но не сразу. Он глаза открыл, икнул и тройного влил в аорту. Сразу видно, парень тертый. Спец, отличник, мастер спорта. Вот только тоже утонул. Прибежал начальник базы. Не видали водолаза? Все духи украл, зараза! Всю похмелку умыкнул. Я ему, кричит, и в катер, и с разбегу дернул стартер. И умчался на фарватер. Ну и там, конечно, утонул. Ставьте рубль, ставлю стольник. Там Бермудский треугольник. За покойником покойник. Я как крикну: караул! Из кустов в одном погоне, весь в ремнях и в самогоне, прибежал полковник Пронин. Но этот сразу утонул. А потом тонули ходка, врач и повар с пьяной теткой. Рыбнадзор так вместе с лодкой. А под вечер так вообще 2 директора завода. Все туристы с парохода. Главное, канули как в воду. Ни привета, ни вещей. К ночи сторож заявился. Он ничуть не удивился. А что ты, говорит, так залебедился? Глянь на Волгу, вон она. Там на медне посередке потонула баржа с водкой. Хочешь, сплаваю в охотку? И нырнул. И тишина. Почему песня про меня, если я утонул в начале песни? Надо сковородку поставить. Большой же, красивший. Ну что, Янчик, что с погодой у нас на завтра? Завтра ветер меняется на северный. Блин. Да, На северный? да. Во сколько? И подниматься будет 5-6 метров в секунду. И потом весь день северный, да? Да. Ну, северно-западный. Северо-запад, но еще ничего страшного. Ну, как бы, зато жары не будет. Ну, Учитывая, что сегодня был юго-восточный. если присутствует в любом ветре восточный,
Это, Но сегодня хорошо клевало. ну, по хищнику, видишь, По хищнику плохо, да. Ну и дождь будет с утра до часа примерно. сильный, не сильный. 4 миллиметра это довольно нормальный дождик такой. Ну а нам что? В террасе сидим, самогон есть. Может даже и ничего, может и будет. Может, и Клёв к вечеру. С утра, когда меняться будет. Но на перемене тоже может быть хищник активизироваться. На целый день на лодке просто ушарабанимся. Я уже думаю, что я буду переключаться на эти донки. У вас там хорошо идет. Куда нам столько рыбы? Ну, Я уже добью этот уикенд полностью на лодке. Да? Тем более мест не знаю. Мгм. А я думаю потроллить, а как нельзя лучше узнать место, как Ну, конечно. на троллинг самое идеальное узнать место, посмотреть Глубины. глубины. Потому что всю ту часть реки я именно на троллинг прошерстил. Рано утром едем, но мы не спали. Рано утром поехали. Думали днем. а на вторую половинку картошечку. Как это вообще круто все выглядит. Красота, да? Все, спасибо, Кость. Следующий. Я как обычно, сказал вот. заведующий. Я как обычно с тазиком. Молодец, Василий. Сыпь. Рука Мяско. горит. Мяско. Я думаю, хватит, я думаю. Да. Ладно. Спасибо. На здоровье. Никит. Уха в тему. Да. Такой навар, блин. Там 5 белых. Что там? 5 белых. Краснопера, окунь, густера, лещ и щука. Янчик, попробуй, какая уха вкусная. Я не ухин человек. Слушай, мясо такое получилось вкусное, да? Такое аж сладковатое. От лука? Нет, из-за сахара. Картошка без сахара дала мясо. И лук тоже. И лук тоже. Я в этот раз даже не досыпал ни соли, ни перца. Ни тем более такого дерьмо, как там майонез, кетчуп. Я Прям ничего не надо. приветствую. Приветствую. Вкусное мясо получилось, Костя. Да. Да и картошка вкусная. Это филешка. Филе свиное. Вырезка, что называется. Свиная. Угу. Свиная вырезка. Ну, уха, блин, слушай, ты попробуй. Да, бомба. Ну, знаешь, говорят, там надо кучу всякой. Ну, вот что тут, белая рыба чисто, да? Да, Просто количество рыбы важно в ухе. Вот конечно. что. Объем, Чтобы отдала. чтоб ложка стояла. И вот эта уха очень вкусная получилась. Адски. Там немножко специи положил. Даже я бы не расстроился, если бы лавровый не листик. было картошки с мясом, я бы вот Долбанул бы это все, да? все бы долбанул. Вкусненько. Хорошо.
Здесь знаешь, как на этом, на кордоне у, как его это? Кузьмича. У Кузьмича. Ветер такой начинает дуть, знаешь, с воды. Классная веранда, да? Отлично. Веранда это самый жир этого домика. Да. Что домик? Ну что там? Спальные места? Ну тоже классно. Тоже классно в домике. Раз завалился и спи. А веранда это прям красота. Вася танцует головой. Счастливо оставаться. Погода меняется, ветерок пошел, да? Бородатый гномик. Остались мы с тобой, Костян, сиротинушки. Покинули нас все, спать ушли. Козлы. А за это, знаешь, что я сделаю? Да. Возьму И съем вафельку. налью чаю. Вот так вот. С кислородиком. Ой. Красота. Подкидывал я сейчас костер. И думаю, что же я не сделал? Что же? Отвлекшись на шатер, Да, на да. закрытие шатра, Да. ибо дождь завтра. Да. Крышку от казана заметил я. Была она рядом с костром. Не принес. Не принес. Вследствие чего уха открыта. Угу. Следует исправить, устранить и доложить об обстановке. Сейчас пойдем резинку проверим. Да. И спать. Или посидим 10 минут у костра. 10 минут посидим. Резинку проверим и... Я ж с корыстной целью тебя. С корыстной. Не Корыстной. просто так. Да нет, конечно. Ты же знаешь, я же старый еврей. Это да. Но Я забыл свой телефон, оставил свой телефон на берегу. на берегу. Да. А резинку ты почему хочешь со мной пойти? Тебе страшно типа одному пойти на берег? Я могу Погибнуть? Пути? сдануться могу. А, Мне нужно, чтобы какой-нибудь мой друг, товарищ, если что, мои останки принес обратно в лагерь. да? А если что, а где мой телефон? За это. Где он? Там такой берег, что, блин, вообще не мудрено. Тишина. Сань, А. ну что, нашел? Да. Завтра батьке опять надо будет рыбу чистить. Потому что надо с ней что-то делать. Да. Да, Вот. можно солить ее и в контейнер.
ящик. В принципе, ее, наверное, надо завтра засаливать. Ну, засаливать. Потому что там до утра доживут немногие. Даже Большой уже такой тоже. Угу. Да он с самого начала такой же. Там килограмм. 10 точно есть. Не. Нету? Ну, достаточно, да. Если завтра еще подловите. Столько же, да. Только завтра ловите уже в следующий садок. Да. А то не вытащить. Ну так прикольно, этот лещ хороший. Такие места. На горочке с видом на реку. Ну, такой. А всегда круто, когда скамейка на берегу. Да. Тем более на обрыве. Мгм. Сидишь тузом, Кайф. смотришь. Да. Ой-ой-ой. Жить бы здесь остался. Тебе так кажется. Ну, конечно. Конечно. Через 2 недели завоешь. Ну да, делать нечего. А рыба, да, рыба. Месяцок пожить, да, зная, что ты на месяц. Вот как мы с Янкой в 2 Норвегии. недели вот так. Как мы с Янкой в Норвегии. 12 дней, еще бы 2 денька. Угу. 2 недели идеально. Тут фишка в том, что у нас классный климат. Угу. Тепло, хорошо. Но, понимаешь, Да и рыбу. нет глуши. Глуши вот такой, что вот прям медвежье дерьмо, Да. понимаешь? Ну, да. И причем медвежье дерьмо, и в принципе медведей там бояться не надо, потому что там периодически в этих горах, Угу. помимо, ну типа, условно говоря, таких придурков, как мы, которых там немного, ты не встретишь там человека, периодически охотники туда наведываются. И там Ну, они так приехали, эти, уехали, да? и эти там, условно говоря, там 47 медведей, которые живут в этом маленьком, ну как бы, именно вот этом регионе, где мы были, буквально, ну маленький. Вот, именно они избегают человека. Достаточно основательно пытаются это сделать. Тяжело его заметить, короче. То надо тогда прийти, затаиться и прям ни палатки, ничего, вот так залечь в этот Не, мох. в ягодный мох. Ну, Там, где много ягод. Тогда стопудово. ну вот, С мишками и в Латвии нормально встречаются. Вон грибники, ягодники постоянно пишут в этих группах. Ну, недавно написал чувак, говорит, я полз по пригорку ягоды собирал, говорит, и вот так вот лицом к лицу, говорит, да? с медведем, да. И что? Ну, а что, говорит, вспомнил, что нужно орать, заорал, убежал. Медведь не умер, он же, у него сердце слабое. Ну, нет, вроде не знаю. Да, медведь не орал. Ну, он жив остался, человек раз дописал пост. Может, лечат? Да не, что-то. Ладно, пойдем к костру, Костян. Непростое побережье. Ну, блин, зато и рыбу клюет. Рыба, Костя. Там, где я раньше ловил на полуострове, на который сейчас нет доступа, там тоже так же сложно. Ты же помнишь, Да, там обрывчик, отвес, да, отвес. отвес. При низкой воде прям один человек должен все время с подсаком спускаться. Вот, но Я был там уже, когда вода была под самый этот. Тоже, когда под берег, здесь вообще кайф. Сиди тебе на бревнышке вот здесь и лови. Вообще никуда ходить не надо. в апреле здесь так и есть. В апреле всегда уровень И клюет. хороший. Конечно. Вот сюда надо ехать в апреле. Ловить Апрель, леща. май, июнь, да? Май нет. Нет? Почему? Ну лещ после нереста болеет. Мне кажется, в апреле его еще нету. Я поймал, да, тебя не было, я поймал леща на полторашечку тоже такого большого там, на мысу. Это было сильно рано, да.
Вася, кофе. Кто ты, воин? Крепкий. Паулик, это лучше кофе, чем ловаться. Особенно если Павлик грузин. Паулик. А Павлик выйдет. Что за кофе? В моей банке. Он же самый. Какой твоей? Это моя банка. Тут ничего твоего нет. Моя банка. Моя банка? Будешь долго много говорить, сейчас Моя твои банка. пальцы будут Это моими. не может быть твоя банка, потому что лежит на его скамейке. Моя банка. Это, знаешь, звучит как-то... Но это звучит лучше, чем Павлик. Ну нет, я бы не сказал. Я прочитал, знал про это. И про то, что надо выключить, и про то, что не лень. С каких пор ты провокатором стал? Вась, я в 13-м году приехал сюда, в Латвию. Провоцировать? Да, будоражить. Взбудоражен ли ты, Василий, моим приездом? Я не могу свои мысли сейчас изложить на видео. Там придется все запикать. Думал я. Трубы летят. Сегодня кипяток какой-то горячий. Сегодня я смотрю, у всех такие мысли, да? Уже сегодня было предложено муравьям, давай выльем им виски, давай выльем им вино, потом молоко, теперь просто кипяток. Кстати, Вася, Что? кстати, у меня Блядь, есть, виски муравьям не дам, сразу говорю. у меня есть идея. Давай. Давай пробочку возьмем, нальем чуть-чуть виски и поставим им рядышком. Что они будут делать? Целую пробочку виски? Целое на донышке. У тебя нет пробочки. У меня нет виски. Давай. Ну как хотите, я просто предложил. Да, ты думаешь, пьянку им устроить? Тогда они прям за стол к нам придут. Давай, виска, как увидишь, что кружки начнут. Завтра термосок найдем там, у них в Смотри, муравейнике. как меняется звук. Идея зашла. Я так и знал. Мне стало интересно посмотреть. Пробочку, ладно. Никита? Решили мы соседей угостить. Соль мы им сыпали, вино наливали, виски не наливали. Ну так, налил, как себе. Так слизывай тогда. Но они меня с прошлого раза помнят, когда я соль сыпал. Потому так пока что, видишь, недоверчиво. А, смотри, они даже в лужу заходить боятся. Ну сейчас побегут у мамки, спросят, можно я выпью? А может это хирург по луже побегал? И может нужны чистые лапы? Не, ну ты далеко поставил. У них канистр-то нету. Так они могут во рту носить это. И надо туда и мостик положить. В бар-то всегда есть какая-то лесенка. Оп. Один пошел уже отхлебнуть там маленько. Строитель пришел. Масло с маслом. Колдовство начинается. Грязные латиносы.
все ингредиенты будут, Майк. Алкоголь, масло, прикормка. По майке Костяна можно определить, какой день недели. Майку Костяна муравьи могут месяц питаться с пуза Майки Костяна. На 7-й день голода просто майку варишь. Варишь, и вот тебе и суп. Ну, а для чего ему была курица нужна? Ну вот так прибилась ко двору просто. Он же не мог ее... Нет, вот когда у человека появилась курица, у него двора, мне кажется, даже не было. Ну так и Она вот у него прибилась. появилась, сидя на дереве, он ее просто сбил палкой. Вот так она появилась у него. Не дождался он Не яйца. дождался, как у него яйцо вывелось. Нет, самый первый скорее кто всего, он остался, не как- сбивал палкой, потому что он там же сидел на этой же ветке. Скорее всего. Возможно, да. Нет, ну так значит он ее сбил палкой, раскрыл ее, и там яйцо. Понимаешь? Вот так. Да. Ну, я думаю, что он знал, что курица яйца несет, потому что думаю, что первым делом Я думаю, он что... не курицу поймал, а гнездо нашел куриное. Я думаю, что тот первый чувак, который курицу нашел, я думаю, он удивился, что яйцо внутри, еще и в скорлупе. Не только в гнезде, да? Он думал, что петуха, он знал, что яйца висят наружу, а тут внутри яйцо нашел. Да, у петуха, да, постоянно висят яйца. Как у французского бульдога. Яйцевислый петух. То, что ты думаешь, Вася, это у него борода. Он яйцебород. Нет, борода. Пресловутый. Ну что, хватит ржать, я даже шутить не хочу уже, сильно уж противно ржать. Ржешь так хоть через майку Я ржешь. просто представил себе эту картину. Майка висит, облепленная пухами. С утра встал, тряханул разок. И на рыбалку. А в принципе что, ты ее так резко скомкал, и на мух ловить можно. Вася голодный, чувствуется по звуку. Ну что, раз тот голодный, что молоко скоро жарить начнем. Молоко с газами. Так. Туда же сырик. Помидорки. Так. Картошки. Что ты, Саня, не шутишь по поводу... Да я что-то не хочу провоцировать этот смех такой. Я же забрызгал у меня все. Съемка идет просто. Чуть-чуть соли. 6 ложек соли. Стесняюсь спросить. Перец с омлетом или омлет в перце? Интересно блюдо получилось сегодня у Константина. Интересное блюдо не получилось сегодня у Константина. Но мы не придадим этому особого значения и приступим к дегустации, к скоропостижному Уничтожение. уничтожению перца.
Для этого нам потребуется. Майонез. Ботинок. Василий, подай, пожалуйста. Гитару. Вот тот термос. Ну, банку. Хлеб нужен? Батон. Я достану. Спасибо, мастер. Einen Schirm. Батоненшлаги. О, какой Павлик. Майонеза. Я думаю, что перед извержением вулкана туда что-то похожее закинули. Итак, мы начинаем. Как хлеб? Не, вкусно. Бекончик, лучок, помидорки, сыр, Не, яйцо. вкусно. Не вкусно? Или мне вкусно? Не, ну, Съедобно и то хорошо. нормально. Ну, думаю, Кость, надо, наверное, меньше Тоньше делать. высоту делать этого Перца? балкона. Да, и накрывать крышкой. И вот крышку я тебе принес. Спасибо, Тогда он- Саня. не надо его будет переворачивать, он сразу запечется. Так что, Константин, я напишу тебе небольшую рекламацию, не то чтобы как бы надо на нее реагировать, просто для того, чтобы качество наших продуктов да, Повышалось. Не, ну так очень вкусно. Давай попробуем теперь тоньше и накрываем. Да. А первый вариант в фильм зайдет. Зачем? Ну, договаривай. Хорош, куда ты? Ну, а там осталось что-то? Да, еще на один. Янка причем. Надень и козырек пусти, да? Какой пассажир у меня? Пассажир. Я А где ты был? был там, в принципе, за углом. Там еще одна такая маленькая Нормально. медь. Ну и потом я катался тут у стенки. Там стенка есть. На мель не плавал, да? Не, судак был у стенки. Еще с двумя поговорил. На что взял? Телденсер. А, ты на дорожку? На дорожку. На дорожку. Остальное я бросал. Надо переворачивать. Виспались. 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 Виспалились. Тут работает комфорка где-то. Для этого не хватает, а для этого хватило. Комфорка везде работает. Ветер просто отсюда и Ну, выдувает. может быть. О, смотри, какая аккуратная штучка. Вот, теперь попробуем. Ну что, Костян, пробуем. Дубль 2? Дубль 2. Ну во. С учетом замечаний, рецепт отработан. Рецепт отработан. На. Опасно у меня работает. Да, Костян. конечно. Привет. Все Мне неудачи приходится- тебе. Мне приходится быть первопроходцем, Да. чтобы сообщать всем участникам пробега своей жизнью. Да. Своим ртом, можно сказать, рискуешь. Да, Сейчас запись что, идет, да? Не переигрывай. что как бы
Что есть можно, видишь? Да. Прошлое я съел. Горячее сыра не бывает. Горячее было? Было. Сыр был? Сыр был? Так что горячий сыр бывает. Это вкусная штука. Но требуется армировка. Я придумал, как это сделать. Угу. Берешь в этот перец, Да. Вкладываешь листик салата. протыкаешь А, зубочистки. ага. И тогда при перевороте будет хорошо. Потом их вы просто вытягиваешь и все. Первый вариант. Второй. Спагеттями протыкаешь. Спагетти. Вот так вот. Делаешь такую решеточку. В процессе жарки спагетти ж варятся 7 минут. Да. Все. Вот как раз. У тебя будет со спагеттями. Или как? Со спагетти они склоняются, не склоняются? Иностранные слова не склоняются. Нет? В русском языке, да. Бугатти, на Бугатти, в Бугатти, от Бугатти. Такой, знаешь, он понторез. То есть я с макарон начал, а он сразу на бугатти перешел. Перцы жарить научись. Где-то такие слова узнал. Болгарин. Мазерати, да? Что еще? Нет, только Бугатти. Арнелла Мутти потом пойдет. Что-то меня сегодня Арнелла мутит. Хорошо, что ты не мазератит. Васю вчера с утра мазератила. На меня-то чего? Почему вчера с утра? Сегодня? Сегодня с утра. Анатолич не будет, Янчик не будет. А кого я, для кого я это все делаю? Я же тебе сразу говорил, что так будет. Нет, давай собираться. Ну, померяй рыбу. Итак, поймали браконьеров с уловом. Сколько должен быть судак? Мерь. Тогда узнаем. В дюймах. 17. Видишь? Ровно 45. Это потому что рот открыт. Мерный. А у окуня, кстати, давай померим. Мерный ли? 29. 30. 30 с половиной. То есть 45. Ну что ж, на этот раз ему повезло. Он может хребет вытянуть просто. Ну да. Когда услышал, что мерит, говорит, я руки сейчас не хочу Потому пачкать. видишь, башка вся раскрыта. Ну да. И глаза немножко грустные. Пали. И-то? Ну да. На руку сколько тебе кажется там? По весу? 15. Килограмм Три- 10 и съели еще килограмм. Килограмма 3. Да. А ты мне подать хочешь это? У меня в планах нырять не было. Держу. Куда тащить? В лагерь? Костян, давай руку. Ну неплохо, они нам таскали. О, смотри, даже карася поймали большого. Ну слушай, какой толстый, жирный. Это, наверное, Костян поймал, да? Да.
А что без майки? Красота. Вчера сколько сварили? Сварили, наверное, вот столько, да? Полкотелка без воды было. Ну, еще две осталось на жаре. Полежу маленько, ну, трамбуется и... Не хочу сидеть на донке, а хочу поехать вплавь, посмотреть места, узнать глубину, знать. Это вот я решил первый раз попробовать. Меня тут на какие-то праздники понадаривали воблеров таких интересных. А Женя мне, мой однокурсник, с которым я в институте учился, подарил такую катушку. Со счетчиком лески. Шнур тут у него стоит такой, что, не знаю, можно, в принципе, когда если хамон делаешь, целую свинью подвешивать к потолку. Вот. Счетчик лески есть, акумовская. Я, правда, не знаю, как пользоваться этими мультипликаторами, но научусь. Палка, правда, для мультипликатора другая должна быть, но пойдет. То есть, получается, мы стравливаем леску, и вот мы знаем, сколько мы стравили, например, на троллинг. Допустим, если поедем с Янкой опять в Норвегию и захотим на фьордах половить, можно будет глубину фиксировать. Начинаем ставить поводок. Поводок поставим большущий, 30 сантиметров. Сумасшедшей разрывной способности. Титановый. У Виталика куплял. Вот. Так что троллинг сегодня у нас по плану. А у нас грибинг. Да. Вот это, наверное, летняя пятая, я думаю. Вот понюхай, как круто пахнет. Да. Костян, слово «наверное» и «грибы» несовместимые слова. Я не собираюсь ими кормить вас. Я принес просто показать, чем богат лес. Вот Да. этих целый круг есть, можно нарезать. Если мы... Я думаю, что это летняя пятая, Нет, хотя я ни разу не это собирал. 100% опята. Да. Подвиньте, пожалуйста, мил человек. А это вот, скорее всего, шампиньон, но он старый, трухлявый, но симпатичный, их тоже много. Да. А вот это какие-то эти, как они называются? Наверное. Свинушки. Свинушки, да, тонконогая свинушка, скорее всего. Она вроде как бы считается не ядовитой, но мы их не едим. Слушай, короче, если лизнуть бледную поганку, просто лизнуть, то, в принципе, можно и кони двинуть. Да. Потому, Костян, шампиньоны, ну, конечно, это не бледная поганка, но, тем не менее, руки, наверное, помой. Руки помой. Вот за этими идти, за опятами. Не надо. Там их нормально на супчик. Домой можешь собрать. Ничего себе не отказывай. Ну, пахнут шикарно просто. Шикарно, да. Красотища. Вот на прошлой рыбалке с Васей пятерку сама поймал я вот на такой вот воблер. Вот как он выглядит по сравнению с моей головой. Лаки Джон. Ну, это, да, Лаки Джон, я на вашего воблера сама на 5 килограмм поймал, на дорожку. Буквально полчасика потроллил. Так что звоните, обращайтесь. А вот, не знаю, что... это Strike Pro. Это мне кто-то подарил на какой-то праздник. Вот это размер. Нет никакой маркировки, на какую глубину он погружается. Будем методом тыка смотреть по эхолоту. И есть еще вот такой. Это вообще Это осенью надо. мастодон. Такой же почти осень.
Написано на нем S18+, то есть только для взрослых. Магнум. 18 это в футах, видимо. Соответственно, что, 6 метров что ли идет? Вряд ли. Может на 18 метров заглубляется, но тоже вряд ли. Ну посмотрим, короче. Так что вот такая снасть у меня будет. И, наверное, я вот такой поставить. Какого размера, как думаете? Костян, ты бы какой Я ставил? бы зелененького ставил. Вот этого? Нет, ярко. Этого? Хотя, говорит, тусклую погоду яркой нельзя ставить, да? В пасмурную ставят такие. Сегодня как раз пасмурная. Ну да. А мы с Васей поймали тогда в солнечную. И тогда был, видишь, ну типа такой более-менее натуральный цвет. Значит, пасмурная ставим такого. Это ее натуральный цвет. Ну-ка. Ты тоже себе мультипликатор прикупил? Мне Женя подарил. Женя? Однокурсник. Так. Не слабый А в это колечко мультипликатор. тоже надо леску посовывать? А? Не знаешь, что это? Первый раз В это колечко мультипликатором надо? бросаю. Вот в это вот не надо? Я не пробовал. Это, мне кажется, чтобы... Да я тут. Пацак! А еще говорит, что я бухой. Вот это шутка, Александр. Вот это я понимаю. Молодец. То есть ты все-таки грибы положил, да, в еду? Неправильно ты, Саня, катушку крутишь. Катушку правой рукой крутить надо. Ой, Васька, что будет сегодня? Ой! Торнадо, дождь, ураган, все как мы любим. Но мы на троллинг в другую погоду не ездим. Да. Вот это да. И летит хорошо. И летит хорошо. А второй спиннинг будет обычный. Это хорошо. Катушка Shimano Super. Такая модель катушки. Сейчас таких уже не выпускают. Вот. Хорошая катушечка. С быстрым сбросом. То есть, когда вываживаешь, очень удобно регулировать. Не надо ничего крутить. Вот чисто этим рычажком можно работать. Шнур 0,16 японской. Катушка Shimano Super 2500. Палка Shimano Katana 3-метровая с тестом до 45 грамм. 9-метровый вот такой цвет поставлю. Дамовский. Хрен знает. Что-то я вроде на него вытаскивал. Так, то есть ты рассчитываешь, что поймать? Или вот, у меня есть на 12 метров заглубляется тейлденсер Раполовский. Его и поставлю. Отличная штука. Вот такие поводки я использую в рыбалке. Понятно, что я там не профессионал никакой рыбной ловли, но поводки эти очень хорошие. Вот. У Виталика в магазине покупаю титан. Ну вот, например, 10-сантиметровый ставишь для поппера. Если не флюр, то ставишь поводочек. И он особенно для вокера нужен. Потому что, чтобы сделать вот такую игру вокером, нужно какой-то жесткий лидер, чтобы был. Иначе он перехлестывает заплетенку крючками. Вот такой поводочек. Сколько бы ты рыбы на него не тащил, как бы он тебе не сгибался, он всегда возвращается к тебе ровненький. Вот. Вот можно даже вот так сделать. Вот так. И он все равно остается ровный. Очень классные поводки. Очень классные поводки. Костян, смотри! О, ё-моё! Саня! Он голодный. Моего леща поймал. Молодец!
если по-настоящему солить, сушить. А ты сушить будешь? А? Тогда и шелуху не надо. Ну в принципе, да. Вот в чем дело. Что-то я... А как ты будешь это без чешуи сушить? Ну так и буду. Красавица. Сушится-то чешуя. И коптится с чешуей. Ну да. Башку не отрезал. Надо самого большого. У тебя самый большой? Или нет? О. Никита, вот. Ух, вот этого надо вялить точно. Будем голосовать? Нет? Жарить хотите? Нет. Завялить сложно этого. Да? Что, в фольге? А фольги нет у нас. Запечь его? Нет, фольгена раскисает. Так вот не знаю, что с ним. Ну отложите пока туда. Потому что такого просушить его надо. Его надо по спине разрезать, раскрыть, кишки вынуть и засолить. По спине разрезать, чешуей прям. Вес. Полторашка точно. Просто. Чаёчек. Вряд ли я замерзну, потому что меня Тебя греет компания Screwpalace.lv. Самая лучшая в мире компания по производству винтовых свай для ваших причалов, для ваших таких вот домиков, мостов, флагштоков, террас, анкеров и что хотите. Фундаментов, короче, фундаментов. и больших домов тоже. Многие клиенты этой компании покупают винтовые сваи и заказывают услугу по их монтажу даже не для того, что им это нужно, а просто для того, чтобы провести увлекательную беседу с Василием, так как он является работником этой Но компании. обычно я эту беседу провожу вот так. Здравствуйте. Что вы хотели? Потому все такая Я не тот, заинтересованность. кого вы видели в видео. Да. Потому такая заинтересованность есть. Не, ну узнают же клиенты, много тебя. Знаю, да. На статуе даже один сфотографировался. Говорит, можно сфотографироваться? Можно? А чё бы и да. Я как раз с канистрами приехал, по локоть в солярке стою, чё бы не сфотографироваться. Надо зачехлить хорошенько жир, чтобы не замерзнуть. Это вот когда ты спиннинг, да, у тебя? И чтобы не лезть за еду, раз сразу из мешочка так. Вот как выглядит яйцеборот. Яйцеборот. О. Лопоухий яйцеборот. Если у тебя так чехол, чтобы не оторвало, ну и чтобы не простудить. Женя, и там еще резинка стоит, смотри. Мы уху варили, и смотри, еще сколько уже чищенных. Лещей? Да. Ну не лещи, подлещик, там пара лещей и остальное подлещики. Парочка штук. И больше слушай, того. еще это, здоровенные, как подлещики, вот такие эти, пираньи, как они, Густера. густерища. А у меня как-то так слабовато. Что-то судак как-то очень неактивный. Янка был на каяке сегодня, плавал, поймал судака. 45,1. А у меня 41. Да. А вчера он поймал такого судака. Вот у меня был примерно такой же сегодня отправил. Это вот приманка 5 дюймов. Да. И вот такой вот судачок я вот так красиво. Ну красиво, да, красиво. С тенью, с этим, с отражением. Вот это единственный судак сегодня, который был. Ну, Дропшотик, да? И щука, да.
И щучка такая, Ой, красота. 52 такая, ну хорошая, вкусненькая. Забрал. Ну ты еще не заканчиваешь? Наверное, с ней и поеду домой. А, все уже, да? Ну я не знаю, что-то как-то мне. Уже не очень, да? Оптимизма не вызывает. Жена только присылала. Курочка в духовочке стоит. Рыбки любят яблочко? Как толстолобики эти. Белый амур. Клюют на тросту. Сам не ловил, но много раз рассказывали ребята с юга, типа с Кубани, там со Ставрополя, что сазана ловят на вишню. Так что рыбы тоже фрукты любят. Сергей Анатольевич, вы чтобы не цеплять, вы сразу быстро мотайте. Не давайте ему гулять там по земле, по дну. Костя сегодня плавать не собирается. Ну я в тапки не взял даже. Да и сегодня не очень-то охота плавать. Пошли. Густерка. Нужна нам такая? Ну а что, жирненькая. Жирненькая. Пиканная. Яблоки есть много. С кружки. Недалеко. Только пошла. Так, ну что, мы с Василием выдвигаемся потихонечку на троллинг и хотим поставить резинку дальше в русло. Ну, просто поднимем груз и его немножко передислоцируем. Подними метров на 5, Вась. Вот мы где сейчас находимся. А что там за груз такой легкий? Хотим поставить ее вот сюда, на глубину метров 20, чтобы крючки висели тоже на глубине. Потому что, ну вот за сутки ничего не произошло на резинку. Да нечего ложить, рыбы нет. А когда рыбу поймаем, будет поздно. А тогда будем отпускать. Да? А тут зачем нам рыбы? Очень натянуто! А? Очень натянуто сильно! Так и должно быть. Ладно. Ну вот, груз стоит на глубине 36 метров. Посмотрим, может быть, это принесет свои плоды. Наши лагерные коллеги зацепили донку. Вот Лагерные. отцепляем. Не надо обобщать! Отцепляем. Притормаживай, Сань. Притормаживай. Мы вас от всего сердца благодарим. Ух ты, смотри, как дергается, Никит. Видел? Кончик удочки. Ух, ты смотри, какая зверюга. Настоящий шелестёк. Ух. Большеглазая
Даугавская зверюга. Да, дай уже крючок, елки-палки. Что у вас за крючки, Сергей Анатольевич, что из рыбы не вытащишь? Чесночок, сальцо. Такие 1,5. Да. А так отличные все. Чисто. Надо воды добыть. Вот с водой проблема. Чесночинку туда потом. Похоже, мука рисовая, да? Как сейчас? Молоко рисовое. Придумали фигню. Как будто рис доится. Это пыль. Пыль от риса, растворенная в воде. По сусекам поскребли, вот и молоко. Неужели я опять лоханулся? Нет, есть. Ух ты! Ё-моё! Да? Червяк сопротивлялся. Да. Ну, видимо, он потянул, вот когда был, я почувствовал, сказал, о-о-о, он так сильно даванул вниз. И, видимо, соскочил поросенок. Не может. Да? Слабину дашь, не дал. А он сам дал, он обогнал. Ну да, да. Обогнал Он потянул, вроде как бы не смог уйти, тогда вперед ломанулся. А я не успел круто крутить. Да-да. Леска. Утка полетела и леска к лапе. Видел? На дорожку ловит. На лету. Вот это вот потому и нельзя лески бросать на берегу. Всегда скомкиваю, потом забудешь стиральную машину, одежду по всей стиралке этот мотня. Леску всегда надо выкидывать. Однажды едем, я, Игорь и Вадя на троллинг, на Полелопа. Дерево растет. И, короче, на дереве ворона вот так вот, вверх ногами, мертвая, висит на леске. Где-то залезши в леску, села на дерево, там обмоталась, представляешь?
Причем за одну лапу. Ну, то есть одна лапа так, крылья. Ну, как бы, ладно, ворона, но все равно, блин, представляешь, какая смерть у нее, блин, была. Через повешение. Плавать мы долго будем. Мы уже, кстати, плаваем час, пока поклевок нет. Вот ГЭС. Тут остров есть, мы обнаружили. Никогда же здесь не был в этих местах. У ребят там лагерь. Очень водохранилище, очень сложный рельеф. Не совсем соответствует навигационным картам. То есть вот так вот троллить не очень интересно. Будем выезжать все-таки с него и пойдем по бровке, по основному руслу. Вот они, руки рабочих крестьян. Ну, Васька, ну блестим, ё-моё. Сейчас Шерик сам начнет запрыгивать. Катер. Не надо писать комментарии, что мы заставляем работать младших. Василий сам вызвался, так как любит чистоту и порядок. Каждый матрос должен уметь драть палубу. драить палубу. Троллим уже 2 часа. Пока ничего, кроме пары зацепов. Отцепили, правда, но пока ни одного удара. В ту сторону, по тому берегу, километра 3 прошли. Потом проехали и километров 3, может 4 прошли в обратном направлении уже по противоположному берегу. Смотрите, здесь есть гостевой комплекс с баней, с домом. Там мы будем завтра нашу лодку, когда поедем уже домой, будем нашу лодку затаскивать на берег. Там же мы ее и спускали. Сниму вам обзорчик, вы все время спрашиваете место. Скажи какое-то место на Даугаве, куда можно приехать, заплатив деньги. Покажу этот комплекс. Там и дом, и баня, и территория, и беседка. Лодка тоже входит. Лодочка есть. Короче, как у Кузьмича практически. Классное место. Потому что не пропустите. Это у нас будет рекламная интеграция. Ну вот и знаменитые развалины замка Кокнеса. Замок не мы развалили. В разваливании участия не принимали. Там пушка стоит. Я однажды залазил вот на эту стену. У меня даже есть где-то фотография. Там помоложе был. Помоложе был. И зачем я это делал? Не знаю. Но если бы упал в воду, не разбился. Глубина большая. Ну хотя и высота. Метров 20, наверное. Подожди, Васек, не закидывай. У меня здесь уже клев. Вот первая щука там стоит. Да? Ну давай. Ну вот мы заплыли в речку Персе. Когда-то до затопления это была узенькая речушка, и у нее был достаточно красивый водопад, такая ступенька доломитная. Вообще здесь до затопления все очень-очень-очень по-другому выглядело. Совершенно потрясающие ландшафты, пейзажи, высокие доломитные скалы, перекаты, водопады. Совсем другая была река. Сейчас она такая, как большая, спокойная, широкая
глубиной по 40 метров, по 35, по 48. А раньше была, ну, глубина, где-то были перекаты, а где-то была 20-метровая глубина. Очень интересная была река, заходил лосось высоко-превысоко по ней. По этой речке с Васей троллили. Тоже вода была такая низкая, но она петляет, и нужно как бы, ну вот, постоянно помнить про то, что воблеры должны идти где-то по условной середине, а лодка должна как бы курсировать. И вот один из спиннингов что-то как начал дергаться, я поворачиваюсь назад, а там Это такой потому что зуб торчал, ну, суш, клык из воды да. торчал. Это на Кате. Ты его объехал и забыл про то, что- Забыл, да. И, короче говоря, поворачиваюсь, а у меня такой окунь стоял большой, воблер, и он тыдых, перескакал этот, ну, мыс, бульк, нырнул и дальше поплыл. Смотрит хозяин, Да, увлекся в маленько. принципе, бобра можно было поймать запросто. Или рыбака. И также этого За- бобра, да, Сидел, представляешь? бобра прокатил по суше. Да, Заодно сразу и освежевал. Как бы. ну да. Окунем. Шапку притащил себе к берегу. Слушай, ну здесь как тихо, красиво, спокойно. Красота. Глубинища, посмотри, 20 метров. Но сейчас выйдем. Сейчас поворачивать нельзя, потому что, видишь, нам надо по максимальному радиусу, иначе у нас воблеры вот там поскочат. В лучших традициях. Чеснок туда натеряли? Ну да, так, для запаха. А, укроп забыл, думал, что-то нет. Ну, испытывать будешь тесто? Пока он меня делает 2-0. А, тут даже не обкусано. По ней было тут. Ушла. Прям тут. Ну я вчера же этого леща, ну такой же концерт хвойного. Нет, так у него вот он пучок скачет. Это манера густеры. Да-да. Дерг-дерг и спать. Оборвала и убежала. Дернула и уснула. Ну да что ж ты? Нифига себе. Густерина. Густерина такая? А, шары здоровые, ага. Густерина точно. Мне кажется, нет, есть. Нет? Какая? Покажите. Вот это вот? Ага. Здоровая густера! Ура! И сама поклевывается.
Если мы никого не зацепим, это будет чудо, Вася. Там рыбаки, там рыбаки. Ну, как-то выкрутимся. Катушкой выкрутимся. Ну, около этой коряги будет стоять, смотри. Да, вон, посмотри. Что там? Я думал, уже врезались куда-то. Немцы. Около коряги там вон сколько рыбы. Да-да-да. Вот эта коряга и стоит. Наливай чайку, Василий. Давай чайка выпьем. Вон там жерех плавится, смотри, около дерева. Слушай, как думаешь, на мель сегодня или покидаем на этой речке на малые спиннинги? Здесь симпатично, смотри, жерех опять вон. Покидать здесь. И здесь не будет этого мелкого жереха. Вот в таких местах крупные одиночники крутятся. Что там такое? Какие-то, блин, полипы. Покажи. Это вот на деревьях, на этих такие нарастают. Сопли Нептуна. Есть? Ну ты жереха опять поймал, Вася. Опять жерех у тебя, Василий. Плотва. Смотри, хоть внимательно. Плотва. Ну, выкидывай, выкидывай быстрее. Так уже я соскучился по поклевкам, Вася. За эти выходные. Ага. Видел? Не, ну попал, но не за крючок. Не подсек. Ну, блин, сейчас пойдет, Вась. Ай, блин, Мазила. Вот кто Мазила? Он или я? Как ты думаешь? О, смотри, видел? Ага. Блин, кто это был? Жерех? Хоть какие-то надежды появляются, давай. Ни в какую, Вася. Знаешь, что скажу я тебе, Василий? Пока не потерял я остатки разума. Посмотри на меня. Поехали на мель. Еще успеем. Сколько время? А? Сколько время? Время 8. Нам до мели ехать 10 минут максимум. А? Да. Погнали. Сейчас подожди, один забросик. Ну. Сейчас прокачу. Я же даже здесь брюхо видел, вот где он мальков разогнал. А большой? А? Большой? Ну нет, ну брюхо вот такое. Ага. Ну тогда нет смысла. Хорошо, Вась, что мы взяли хоть перчатки на сама. Ну да. как бы мы сегодня с тобой тогда иначе действовали? Без самов, без перчаток. Так, давай, Карабас. Да, в этот раз у нас так пока что пустовато. Ну ничего. Может быть, все еще впереди. Бобер. А? Быстро плывет, смотри. Километров 10 в час плыл он, бобер этот. Почти с нарушением. Но шел. не превышал. Сейчас в катер запрыгнет. Кстати, сейчас не так поздно, если ты очки снимешь, ты увидишь это. Кого? Очки сними. Опа, светло. А я типа только в темноте их одеваю. Что?
Если нет рыбы, будем есть траву. Да, Никита? Да. Будем есть травку. Сочную, вкусную. Вещь. А, ты видел, Сергей Анатольевич тут пожарил рыбки немножко? Поклевал. Говорит, не ел, не лезет. Ну, смотри, хребет съеден. Красавчик. С завтрака оставшиеся перцы. Налил. Вытащил рыбку. Опять налил. Зачем так много нахерачил? Расхерачивай нахер. А хрена расхерачивать. Нахреначили и хрен с ним. Чтоб каждому на зубок сюрпризик чесночный попался. Еще немножко. Тут у нас всякая промасленная бумажка. Не очень хорошо выглядит, красиво, не по-пионерски. Но зато горит хорошо. Никита, зажигалку. Позвонил.
Вот мы и прибыли на нашу мель. По времени во столько же, во сколько мы прибыли сюда в первый вечер. Окунь, молю тебя, явись. На мой попер подивись. Окунь молвил в тот же миг: не возьму его я, фиг. Не заставишь ты меня, человечья свинья. Я в ответ ему тогда: вот вертушка, ладно, на. Посмотрел он на вертушку. Симпатичная она. Дай попробую. Сказал и подближе подгребал. Вот она, смотри, пацанчик. Смотри. О, окунь, окунь. Есть. Есть? Да, хороший. Все-таки. Нифига себе. Ай-яй-яй. Ого. Нихера себе кабан. Вот это кабан. Вася, это что-то страшное, тебе не кажется? Ну, слушай, ты видел, как я его долго уговаривал? Ну. Нифига себе, Вася. Взял. Красава. Взял. Ух ты, блин. Молодец. Васек. Ура. Ура. Он тоже Ура. бился. Ура. Он тоже бился. Все-таки взял. Ты смотри, он где. Промахнулся почти. Вот. Ага. Смотрите, ребята. Вот это уже, блин, размер. Охренеть просто. Ну, Да, мы все-таки это сделали. Так. Как же долго там же надо я еще. его заставлял. Там же надо еще. Поставить. Как же долго. Ребята, блин, смотрите. Вот это да. Так, Вася, выбирай мой спиннинг. Хотя бы еще по парочке. У тебя на вертушку, да? Ага. Тоже не сразу взял. О, есть. Есть? Есть. Круто. Красота. Блин, какой. Ё-моё, просто офигеть. Офигеть. Блин, Вот это. блин, Вася, посмотри. Ребята, гляньте. Вот это да. Вот это да. Вася, мы это заслужили сегодня. Нелегко это нам далось. Ух ты, блин. Это жерех, Вася. Да, это жерех. Это я уже сразу почувствовал жерешок. Ух ты, жерех. Твоего же вытащил. Жерех. А, судак. У тебя судак, Вася. Покажи. Покажи быстрее. Судак, ничего себе. Ну, Васька, у нас сегодня с тобой разнорыбье, блин. Страшное дело. Уже ночь, реально. Ребят, уже вообще тьма тьмущая. Просто я фонарь включил в катере. Давай. Я так хочу, чтобы это продолжалось долго, Вася. А это же сейчас закончится, блин. Ага. Бьет? Да. Есть? Взял. Ну, сейчас тащу. Красавчик.
Хороший? Да, сопротивляется. Куда ты потащил? Подымай, подымай, подымай. Ух ты, нифига. Подымай. Молодец, Васька. Блин, супер, супер. Аттракцион продолжается. Как быстро эти большие окуни наедаются. Но проплывем до берега вдоль этой косы, да, Вась? Потому что, ну, ты знаешь, флажок там не стоит, я вряд ли. Ну как Мазила? Он не то что Мазила, он, знаешь, типа такой. Не особо хочет жрать, потому что был бы Мазила, блин, как бы он вообще тогда мальков ловил и рыбу. Он типа так, осторожничает. Не будем обзываться на него, а то он обидится. Вася подарил нам вот такую крутую чистилку. Спасибо, Вася. Тут и чесночок можно давить, тереть и резать соломкой. И вот этой штучкой чистить. И вот этими ушами даже он говорил, что-то можно делать. Я не знаю уж что. Сейчас попробуем почистить яблоко. Насколько он... О! Отлично чистит. Спасибо, Вася. Великолепная штуковина. Печенку мелко нарезать. Прям. Я такие копчу, что? Да. Режем печенку и стараемся не обрезать себе пальцы. Я решил побаловать ребят тосканским блюдом. Итальянская паста с соусом из печенки. С яблоком и портвейном. Это вкусно. Это очень вкусно. Я готовил. Это классно. Ну кроме этого там еще и гуанчали идет. Это такая свиная сыровяленая щека. Так, поехали. На реке плесков нет, рыбы спать пошли, а у нас плески есть. Мы будем дегустировать портвейн, который предназначен для приготовления нашей пасты по-тоскански. Мы же не можем отправить продукт, не продегустировав, не можем отправить в котел. Поэтому один плеск Анатоличу. Будешь? Как вы сказали, паста по-тоскушка? Да, паста по-тоскански. Ну то самое. Анатолич, испробуешь портвейн? По-тоскушку не пробовал. Портвейн. Давай, попробуй, скажи. Цвет. Портвейн. Портвейн. Из закромов. Дяди Сэма. Не дядя Сэма. Не дядя Там Сэма? же другие. Там? Луис какой-нибудь. Луиса Карвалана? Это же порта. Да. Ну давай. Будьте здоровы. Всегда с вами. Ну как? Интересный портвейн. Да. Ну давай, дохлебывай. Отдавай рюмку, мне тоже надо выпить. Рюмка одна. А что он такой сладкий? Ну, потому что он сладкий. Есть сухой, но сухого трудно найти. Практически нету. В Латвии точно очень... Есть херес сухой видел, а портвейн не видел сухой. Сладкий, да. Десертный, да? Наверное. К печени очень подходит. К моей. С наименуем. Да. Печень любит сладенькое. Degustation, accommodation, attention. From my heart. Слушай, ну нектар просто. Изюм жидкий. Божественно. Да, портвейн обычно был что-то. С детства помню, что-то другое было. С детства? Там был 3 семерки. Ого.
И вот так вот выпиваешь, по одной стенке желудка он в желудок закатывается, и по другой сразу как с трамплина выскакивает. И уже здесь. Ну, Привет. В желудке все спокойно. А этот прям, это он, смотри, я помню, какие эти 3 семерки, да, помню. ножки, как у настоящего хорошего вина. Не пейте, дети, алкоголь вреден. Отдавайте его мне. Портвейн хороший. В печенку пойдет. Начинаем готовить соус. Сначала бекончик выжариваем, чтобы было вкусненько. Вообще гуанчали идет, но у нас бекончик. Если захотите дома приготовить это, можно делать это со свиной или говяжьей печенкой. И лучше это взбить ее в блендере, как я уже говорил. А что вообще для этого нужно? Для этого нужно нам для приготовления этого тосканского блюда, тосканской пасты, сыровяленые гуанчали, у нас бекон, и это неудачная замена, потому что он дает влагу, а сыровяленая щека, в ней влаги нет совсем, она только отдает жирок, и получаются такие шкварочки, которые внутри как бы жиденькие уже, масло там такое, а снаружи хрустящее. Вот. Бекон, лук, сама печенка, яблоко, кисло-сладкое или кислое. Ну, на объем, смотря какой. У меня здесь 800 грамм печени, поэтому я взял одно большое яблоко. Вот. Где-то вот такой бокал портвейна, хереса, мадеры или сладкого вина, где-то 16-градусного. Итальянские или прованские травы и моя любимая копченая паприка, она дает густоту. Ее когда ложечку чайную добавишь, она разойдется, потом водички, и будет очень хорошо, густенький такой соус. Вот, и спасибо. Или бульон, или водичку, чтобы пожиже разводить. Обычно итальянцы делают, они варят макароны, пасту, и добавляют именно водичку из макарона, потому что макароны отдали свой крахмальчик, мучку отдали, и эта жидкость при соприкосновении с горячим соусом становится немножко такой, как киселеобразной, и дает хорошую консистенцию соуса. Вот. Ну вот и все, что нам нужно. Ну и саму пасту, конечно. Покупайте лучше итальянскую и смотрите на нее. Если она желтая, то это не самое лучшее. Самое лучшее, у нее вид такая белая. Ну вот, например, мулизана. Посмотрите, какая она белая. Белая, и у нее такие бархатная текстура сверху. Рекламу итальянскую. Макарон. Да. Нисколько. Лучок пошел. Его весьма многовато. Вот так. Нет? Сейчас я делю на 2 порции вот это наше добро. Но это как бы не рецепт. Это просто кое-кто у нас, некоторые члены нашего коллектива не едят печень. Поэтому они будут есть пасту по-латвийски. Со шпеком и луком. Вот. Мы им отгружаем половиночку, а себе оставляем другую половиночку. И вот теперь пришла пора вот в эту красоту загрузить печенку. Подъезжает, подкатывает. Как тебе подкатывает слеза, Никита, когда ты смотришь на птенчика, который выпал из гнезда? Никак. Жестокий ты человек.
дань Бахусу. Называется по-русски дань обжорству. Очень кулинарный. Видишь, какой уже соус классный получается. А зачем нужно туда? Секретный ингредиент – яблочки. Можно другие фрукты использовать. Можно вяленые фрукты, типа чернослива или инжира. Тоже будет вкусно. В общем, нужна фруктовая нотка. Печень любит фрукты. А наши вот эти вот яблочки, они еще дадут, когда растопятся, станут как пюрешка, они нам еще дадут, придадут соусности, такой пюреобразности. А вот здесь уже можно закрыть крышкой, потому что портвейн уже выпарился. Выпалился. И огонек убавить. Пюрируем. Вот такой при помощи лопаточки. Только сейчас придумал. Блендером-то это было бы хорошо, но приходится руками поработать. Да, Никит, с этой рыбалки приезжаешь вообще и валишься замертво, потому что не отдыхал нифига а работал все время. Ну, это самый лучший отдых. Да. Моих любимых сухих трав прованских чуть-чуть. Так вот. Чуть-чуть. Чем они отличаются от наших луговых? Да те же самые. Вот я думаю. Папрички чуть-чуть. Копчененькой, острой. Прибавим огоньку. И вольем простой водички. Чуть-чуть. Теперь на соль надо еще. Да. Маловато соли. Попробовал, многовато соли. Многовато соли. Как в том фильме. Вкуснотища. Страшная. Выключаем. Вкуснянина. Ой, как вкусно. Ребята. Кайф. Потом он признается, как называется это блюдо по-русски. Да. Макароны по-флотски. Макароны по... Нет, по-флотски это с мясом, Ну, а с печенью по-летчицки. Это по ракушкам, я думаю. Ох ты, ё-моё, вот это был большой жерех, Вась. Видел? Смотри, есть. Ух ты, блин. Вот это да. Это самая крупная, Вася, пока что. Я офигею. Что это, щука? Кто это? А, нифига себе. Щука. Щука. Ну еще прыгни и в лодку. Хорошо, что подсак есть. Ну так нужен пацан? Или так будешь брать? Оно за самый краешек. Почти в лодку. Во. Шуточка. Отправляется. Блин, какие окуни, Вася. Закрой, ногой. Ночью щука, Вася, представляешь? Ну, не с первого раза взяла, видел? Сначала, атаковала, промазала. Сделал паузу, еще взяла. Сань, привет. Здорово, Костян. Ну чё, вы как там? Да блин, нас засосало, Костян. В смысле? Да понимаешь, мы за целый день поклевки ни одной не видели. Ну? Заплыли в эту перса, которая у замка. Так. Там Вася поймал жереха.
15 сантиметров. Ну и потом мы уже психанули, думаю, блин, слушай, давай. Попробуем попасть на эту окуневую 15-минутку на мель. Угу. Приехали на мель, сначала ничего. У меня на попер такой кабан, Костян, блин. Ну, короче, больше, чем мы привозили. Вообще просто зверь адский. Через 2 минуты у меня опять зверь адский. У Вачи зверь адский. Короче. 4 зверских окуня. Потом поймал я еще жереха небольшого, Вася судачка небольшого. И я еще щуку поймал под занавес. Да. Ну это все произошло за 5 минут. Ну да, я понимаю. Слушай, ну просто мы сидим, у нас тут на реке вообще темнота. Вы как там, нормально с этим? А нам видеть не надо. Мы Тут не в Монако. мы просто бросаем. Хотим еще чуть-чуть попробовать тут на самом-самом краю мыса. Может быть, соблазнить сома. Потому что у нас же с Игорем было, ты ж помнишь, на мели. Ну, вот еще минут 10 и поедем. Тогда мы ставим макароны. Все, Костяныч, давай. Все, ловим еще 10 минут и выдвигаемся, да? Давай. Давай. Перчатку-то внесли настоящую. Так перчатку оденьте. Зачем? Она же горит. Рука-то поправится потом. Спагетти. Набор поставим. Спагеттони. Одну пачку целиком. И еще половину. Половина это вот столько. Заготовим. Натюрморт, да. Ай, хорошо, да, Сергей Анатольевич? Ветер опять. Ну да, рыба такими моментами вперед. Классика. Смотри, как классически развернул веер. Подпихиваем. Он туда опускается. Водички из пасты набрать. О, самое то. Опять тяжелая какая. Это наш соус. И мы в него пол чашечки вот этой вот воды из-под макарон добавляем, чтобы было жиденько. Потому что оно уже час она стоит без огня, и она стала немножко уже холодненькая. Она подогреется. Сейчас ребята как раз приедут. И жиденькая, как я говорил. Видите, какой соус сразу классный получается? 10 минут прошло. Да. Итальянцы так делают, смотри, лопаткой. Раз. И остается сухое место. И соус только потом подъезжает. Видишь? Раз. Знак того, что соус неплох. Нам до костер с утра не нужен, да? Ну, как сказать.
Водичка есть, но... Остатки вот эти. Нормально все. Завернуть. Фу, справились. Тяжелая эта работа. Макароны варить на костре, чтобы они правильные были консистенции. А головешку кидал туда? Да. Хорошо. Блин. За это я их... Чуть-чуть тверденький внутри. Да, то, что самое малое. Готово? Да. Ну и что это? Сейчас. Надо их вилкой есть. Вилкой. Вилка. Вилкой берете? Сейчас покажу. Как. Не-не, я знаю, это наматывается. Наматываете, Это да? не, это так, это не. Ну все. Не. Еще? Не. Хватит? Наверное. А теперь соуса вкусного. О, смотри, какой кайф. Уже там ничего не шевелится. Ничего не шевелится. Что-то должно шевелиться. Что-то надо. Что-то живое, чтобы было. Сергей Анатольевич. Шутки в сторону. Почему? Натура должна быть. Вот эти должны быть порезанные, а соус шевелится. Ребята, вкусно. Ужас. Обожаю. Очень вкусно. Да, гульчики приехали. Здрасте, здрасте. Колючие. Не только были. Они там все молодые. Ты посмотри на это, блин. Щука сразу же вылетает. Подожди. Сейчас выпрыгнет. О, окуняры какие, да? Ты видел, что Помидоры, все это надо перемешать. КСМ. Да. В 8:30 включили клев окуня. И пошло. Выключили когда? Через 5 минут выключили окуней. Включили жереб. Включили Щуку. вернее, включили все на 5 минут. Судачка, жереха, окуней. И через 10 минут еще щуку включили, а потом все выключили. А что ж вы так долго? Пытались После еще добрать. такого включения да? за целый день. за целый день Ну, ничего. Да. Угу. Ну у нас тоже. Ты видел размер? Нет еще. Ни хрена себе окуни какие. Ну это килограммовики. Охренеть. О, Ё, щука. Да я ее и тащил так же сам. Все Вот, время вот выскакивал. красавец. О, какой красавец. Да ёшкин кот. Да, надо, смотри, Вась уже сколько. Ну пусть полежит пока. А, до берега сейчас доскачет. Красноперый. Так, подожди, это не самый большой. Вот, Ого. Не, ну здоровенный. вот этот больше. Офигеть какой. Ух, А, нет, этот не больше, вот тот был больше. они здоровенные, конечно. Но все равно офигеть, да? Ну,
Это да. Какие у них рты, блин. Да, так он так... Шайбы. Чувствует себя пиратом. А у нас, блин, 3 рыбки. Да? Ага. Одна пиранья большая, одна маленькая и одна супер маленькая. Супер-супер. Ага. Отлично. Я потом пару еще добавлю. ложечек. Хорош, ну куда, посмотри, ты мне полный черпак наложил. Ну Это вот, и так теперь чувствую еще да. на завтрак. Теперь хорошо. Только что сваренные. О, Костян, спасибо. Батя ел? Да, ты все слупил полный тазик. Ругал страшно. Вылезал все. А что ругал-то? Ну он же, ты же знаешь, что он такой. У него все, что иностранное, это все плохо. Подожди, а ты меня все собрался вывалить? Я Нет. все не съем. Все, спасибо, Костя. Ну уж не узнают. Прикольный сегодня день был, Костян. Угу. Огонь. Знаешь, это тот самый случай, когда 5 минут делают твой день. Угу. А ты заметил, все время до конца их пытаюсь поймать. Да, Вот да, сегодня до самого конца было. Вот молодец. Может, и у нас бы такое было, но мы ушли готовить еду. Мгм. Не, я ходил, смотрел, вот сейчас. Я же ходил все время, как стоят на месте. У меня рекорд окуня — это 2-литровая бутылка Кока-Колы. Да, иначе им будет хана. Вот бутылка и окунь одинаково. Но вы красавцы, вы добились упорством своим, все-таки дошли до того, что вы взяли рыбу. Потому что у нас тут куча рыбаков приезжали домой, а у лодки 4. Типа на ту базу? Да. И все с нулями. С нулями в смысле, типа полностью с нулями? Ну ничего вообще, не поклевочки. Но они, правда, все до заката заехали. А вы видите уже как бы... Ну, видишь, до заката и не было, и у нас тоже. Мы же чисто по тьме. Так я еще и звоню, говорю, у нас тут вообще тьма. Где вы? У нас тьма. Как вас ждать? Мы были в Монако. Как относиться к вам? Ну, приехали бы мы, Раньше? И ничего бы не ничего бы взяли. не поймали. Но если бы мы с замкой решили, все уже, поехали. Типа все, на Персе ничего, а день такой, знаешь. Ну да. Мы тут, блин, Что мысли такие были? Ну, конечно, они всегда есть. Ничего. Угу. не, ну на Мель я все равно собирался заехать. Только мы просто думали, если на Персе что-то будет, задержимся там. Ну, блин, мы ее на троллинг прошли, обкидали. Тоже эти Ничего, ни жерешки. одной поклевки, да? Ну, Вася, один Мелочь. жерешок маленький, и все. У меня один чмок. И слушай, и на вертушке, и на троллинг. Ни окуня, ни Слушай, щуки, ну- ни судака, никого. И мужики на донке сидели, может там долго были, может кидали, наблюдали. Никто же ничего не вытащил при нас. Слушай, ну зато настебали этих живцов. Можно идти резинку зажать. Ну, А такие живцы сами резинку тащат. Да-да-да. так, это типа да. Слушай. Я думал, если вы вдруг ничего не готовили, там каждому по рыбе, Да. бо. Ну, конечно. ты А мы что? еще едем назад. Я такой, голодные же полностью, блин. Ну, что только завтракали, в принципе. Едем, я такой, да, Вася, вот это вот, ну, такие окуни. У нас каждому по рыбе, представляешь, каждому по такому окуню. С черным Сколько хлебом, белка. с квадратным, с маслицем. Именно вот так вот, с маслицем. Понесло старика уже. Слюны полный рот. Ну, отлично. Спасибо, Костян, за печенку, за спагетти. На здоровье. Вот. Спасибо, все вкусно. Сейчас бы как-то чуть-чуть посидеть у костра, попить чайка. Может, ты даже что-то бринканешь или все, трупак. Почему нет? Нормально? Да. Мы там подустали. А я еще в конце поставил этот гигантский поппер. Надеялся, что сон. Мгм. Хубух! Его же надо вот так. Хубух! Ну, ой. Куда летит, не видно вообще.
Темнота. Ну там два таких офигенных. И потому и кидали. Если Саня туда, то я туда кидаю. На всякий случай. Хорошо, хоть музыкальный слух. Да. Лёг. Куда-то туда прилетело. Ну, главное, что слышишь, что она в воду упала. Остальное там. Ну вот, короче, у Пушкина, Саня, Александра Сергеевича, великого русского поэта, было за жизнь больше 50 дуэлей. Знал ты об этом? Он вообще был отъявленный дуэлянт. Косо кто посмотрит на него, ну, типа, вот так вот. Ну вот так. Да. Он все вызывает на дуэль сразу. Ну, то есть вот сегодня за утро я бы тебя раз 30 вызвал бы, если бы я был Пушкин, я тебя раз 30 бы вызвал на дуэль. А за косяки Пушкин вызывал на дуэль? Да. Тогда сегодня тоже мы бы с тобой просто стрелялись бы. Без передыху. С автоматов могли бы стоять, просто друг друга херачить. Ну вот. И когда из-за того, что я тебя троллил сегодня? Да. А из-за того, что Вася смеялся, ты тогда бы нас двоих вызывал? Да. Единственное, что если про Пушкина говорить, то это если бы Саня был Пушкиным и троллил бы тебя, и он бы вызвал тебя на дуэль. Но, кстати, Пушкин был задрот. Пушкин троллил всех. То есть Пушкиным сегодня был я. Да, Пушкин троллил всех. Только на дуэль не вызвал. Да. Надо бы кинуть перчатку. Вот. И я... Костровую, левую. Но на самом деле Пушкина все очень сильно ценили и любили, и вокруг него была такая группа, ну, друзей его, которые его, ну, защищали. Одногруппники. Да, так скажем. И из этих 50 дуэлей, ну, 30 там с лишним были просто отменены. Потому что их там как-то... Он брал пистолеты, он просыпался, короче, и не вставая еще с постели, херачил в стену. Ну, не дома там в Питере, а где-то, когда он там был в Болдино или еще где-то там, да, такой, в деревне. Он вешал там карты и в туза. Стрелял, короче, да? И кроме этого... Подожди. Да. Или... Может быть... Я не знаю, как звучали эти кремневые пистолеты, которые там были тогда. Они же однозарядные были, надо же пули было положить. А там. ты 2 раза сказал, что он выстрелил. Ну, так 2 пистолета у него было. Лепаж был такой производитель французских пистолетов. Лепаж? Лепаж, очень известный. Все пользовались на дуэлях только Лепажем, потому что они были безотказны. Но один раз все-таки отказали они. Ну, я думаю, что сбои-то всегда были, да. За это его и пристрелили. Да. Не, он же ранил Дантеса, насколько я помню. Перчаткой. Нет, он его как-то зацепил чутка. Он первый выстрелил Пушкин. Я не нашел в сети достоверного подтверждения, но многие люди говорят, что Дантес ему выстрелил уже в пах. Да, и Пушкин умер именно от того, что его... Ну, в общем, да. Не сомневаюсь.
Дяденька, а детей не покрестите? Моя же фамилия Попов. Костер догорает, песня грустная. Осталось, в принципе, только веток спороть. В избе готовились ко сну. Я обнаружил, что в трусах нет В карманов. трусах есть яйца? В трусах нет карманов. Что, ты нормально все с кровати стоишь? Да. Куда-то мне надо было сдвинуться, чтобы ты ночью, блин, пописать сходил, Вася. А я при чем здесь? Но ты же кричал, что моя кровать тебе мешает. Ну не пописать же, блядь, посади. Ну, Константин, подписчики просили Кровать снять, как ты спать ложишься. Вот я ложусь спать. Это сюда. Спокойной ночи, Константин. Спокойной дрочи, Александр. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Покажи, что у тебя за орнамент там. на одеялке. Никитка подсунул вон с оленями. Соленья? Соленья? Ну. Пледик такой, знаешь, либо плечи прикрыть, либо яйца. Буду греть по очереди. Не льсти себе, Василий, закрывай плечи. Вот сахара у нас нет. Не надо? Молоко сладкое, каша тоже углевод. С утра посидели часик-полтора там на берегу. Ноль. Ничего? Вообще ноль. Ни одного дерга. У бати только на сало чуть-чуть что-то дернул. На сало отца? На сало дернуло. А, так это ж такие. А, не, нормально. Не обработанные. Нет, это с этими с отрубями. А тут клетчатки. Дофига. Давненько я кашу не ел. Мало насыпал я, не? Ниже, да? А макаронов не хотите тосканских, Сергей Анатольевич?
Оставшись? Да, вот, еще горячие. С утра, что ли? Ну, я подогревал, сейчас ел. Ну, надо, наверное, что? Надо стоит. Чуть. Надо что добивать, да? Если не макаронники, то и Как тяжелая она. Вон. сковорода. Да. Ну, вроде это появилась, как она такая, овсяная, клей. Застыло, что ли? Ничего себе. Заценить Саньки навариваю. Все. Вкусная. Угу. Давай. Вот наш вчерашний улов. Ну, кабаняры, конечно. Ну, сколько ты думаешь сантиметров? Сантиметров 40. 37. Не-не. 34, 35. 35. 34 даже. Сантиметров меньше. 55. Маломеров не берем. Вот так вот вечерком сидишь, костер зажег, водичка. Кресланы расставил, на гитарочке рубишь. На территории освещение есть. Костян, а тут тебя вообще раздолье. В такой беседке можно и в дождь, и в снег, и во вьюгу. И во вьюгу, и в зной, причем, кстати, тоже в зной. Очень даже она проветривается, а солнце не печет. Посмотри, какого размера стол, Ну Костян. да, тут что-то 10 легко сядут. Ну вот сядь для масштаба. Для масштаба. Стол дубовый. О, из полубревна. Я прям вижу, вот здесь вот у меня шашлыки, здесь у меня селедочка, тут самогончик, тут, значит, помидорчики нарезанные с лучком. А я буду сидеть вот на этом. И рыбки жареные. Я буду сидеть на этой скамейке, чтобы в воду смотреть. Да. На воду. Пойдем посмотрим вторую беседку. А вот сидит народ на этой беседке. Класс, и тут же можно готовить, и поваренок? и общаться, музычку включить. А повареночек, смотри, может здесь казаночек есть. Пловик мастырить. Я думаю, наш казан побольше можно сюда ставить. Мне кажется, такой же. А можно и побольше, что? Что там, мангал? Мангальчик. Мангальчик. Столик для всякого. Смотри, Да, еще здесь, один чтобы- мангальчик. Можно кто-то рыбу, кому-то рыбу жаришь, кому-то мясо. Рядом дровяник, полный дров всяческих. Самое крутое это вот Бидончик. вид. Ты просто вот растворяешься в этой красоте. Офигенно. И ты думаешь, здесь нельзя рыбачить с донками? Мне кажется, можно. По высокой воде можно. Вон, смотри, какое. Кстати, дно-то не каменистое, песчаное. Ну да. Здесь судачок может тусоваться.
Очень классный бережок. Смотри, вроде лес, деревья, но все так приглажено, чистенько. Так, Костяныч, ну что, проверяем на прочность, давай. Слушай, ну, за эти не такие уж и большие... За эти не такие уж и большие деньги ты получаешь себе жилье неплохое, спа-процедуры с самообслуживанием, шикарный вид и проживание в парке. Ты живешь вот в каком-то таком райском месте, получается, да? Ну, пойдем еще посмотрим. Вековые клены, деревья такие, все тут, водичка, класс, просто класс. Ну что, Костяныч, пойдем посмотрим баню и дом. Еще и дом есть? И баня. Я думал, в бане жить можно. Можно в бане жить? Можно. Еще и в бане. Можно отдельно снимать баню вот с этой всей территории, с волейбольной площадкой. А можно снимать всю территорию с баней И с домом. и с домом еще. А дом на сколько человек? Ну, сейчас посмотрим. Ну, Костяныч, заходи. Банька пахнет. Кухня. Телевизор? Ну, телевизор мы не смотрим, но знаешь как, детям мультики врубить. Ну, да. Подстали, да? Ну, пошли парилку глянем. Ой, какой запах классный, обожаю. Все в Банный. дереве. Все в дереве. Банный. Прям березовый веничком пахнет. Печка каменка. Печечка, печечка, да. Ну, смотри, какие доски прикольные, Костян, обрати внимание, видишь, они такие как, типа как будто обожженные, нет? Ну, так это жаром было. Прикольно. Ну, запах вообще огнища. Да, Душек, Баня идеально, душек, кафельные полы везде. Чик, занавесочку. Швык. Ну-ка, Костян, слушай, давай проверим, ты поместишься туда или нет? Ну как нет, Сань, тут четверо таких, как я, поместится. Раз. Ну, зайди, Ходит. зайди, занавеску задвинь. Входит и выходит. Ну да. Замечательно тут? выходит. Туалет, раковина, бойлер, то есть вода горячая есть. Ну а тут, смотри, Костяныч, пивасик сидеть после баньки попивать, да? Если плохая погода здесь, если хорошая, прям на улице. Так, ну тут есть еще второй этаж. Я на второй этаж сгоняю, Костян. Столик посидеть. Ну, видон, конечно, здесь атас. Диванчик, окошки. А, это кресла раскладывается, да? Да. Можно спать. Эти оба дивана раскладываются? Да, все раскладывается. Супер. Ну, еще один туалет с умывальником. И сразу можно смотреть через окошко, что там дети на территории. Как там они в волейбол играют. А вообще здесь рыбачат на этом берегу? Конечно, конечно, конечно. На донке, да? Домки с берега на вырубленная полная вода, конечно, здесь очень хорошо. Здесь как раз плавно. Лещ, судак, наверное, да? Лещ, судачок есть. Но лещ хорошо идет, и, кстати, вот сейчас Да. должен. Просто мира спущенная вода немножко еще и цветет, теплая очень. Кстати, для тех, кто снимает баньку, лодка идет бонусом. Можно кататься, детей катать. Просто детям давать кататься. Жилеты выдали и погнали. Есть волейбольная площадка. Брусчаткой выложена. Ну, там не только волейбольная, там вон баскетбольные кольца тоже стоят. Можно рубиться в стритбол. Ну что, пойдемте дом посмотрим.
Смотри, какая башка, Костян. Ну да, это десяточка, наверное, какая-нибудь. Ну, по меньшей мере, 7. Красота. 9900 было. 9900, да? Сардовс. Ага. Зубище, блин. Кстати, вот Саня Вардовс на Ардовс, конечно, там тот дом стоит. Вообще раз в год только ездил. Прямо на берегу. Мгм. Слушай, ну тут лакшери гостиница прям. Ну да. С кухней. С кухни. Смотри, с что главное тут микроволновкой. есть. Тут есть камин. Каминище такой Офигеннейший. красивый. И этот камин, здесь и центральное отопление, и этот камин вообще отапливает тоже весь дом. Нифига себе. У него все, вся разводка сделана. Красота. Так, что тут у нас? Вход на 2-й этаж. Да. О, нифига себе. Кто это? Олень? Да, это Анатолий все его Трофей. трофеи. Там слева везде тоже можно ходить, лечить. Балкон огромный. Вот это да. Вот это балкончик, я понимаю. Можно в балкон выйти с коридора, можно выйти с комнаты. Туалетик. Одна спальня. Спальня с раскладным диваном. Окна с блэкаутами. Тут красивый вид на полянку, на лужайку. Так, тут еще у нас спальня с выходом на балкон. Класс. Комод есть, спальный шкаф. Еще один санузел. Душевая. Удобно. И еще одна спальня. Тоже раскладное все. Вот тут прям получается со шкафом. Могут 2 человека спокойно спать. В этой 2. В этой 2. То есть 6 человек вообще без проблем. Или так вот посмотришь, такой большой он. Прикольно. В прихожей есть вешалки. На 1-м этаже отдельный санузел. С душем. Даже можно сидя душ принимать. Прикол. Ну, кухня вообще огнище. Большая, здоровая кухня. А этот стол раздвигается? Нет, он уже раздвинутый. Раздвинутый. Да. Ну, получается, что 6 человек спокойно садятся. Но вот этот. Еще один вот стол. этот и этот стол такой интересный. Вот он раздвигается. Он поднимается на уровень. Он даже поднимается. Вот и да, и его можно раздвинуть. Трансформируем. И он очень большой, да. То есть, получается, 2 стола вместе поставил и все. Если большие компании. Кабинет даже есть. И еще один диван. На красноперочку похоже. Или густера. Ну, густера чуть не такая. Может, платно? Нет, красноперка, она желтее, она вот такая Больше золотая. она красноперку, да, и вот большие. Мы зимой вообще садимся, ловим рыбу, или надоело, пошел, накатил, тут сразу пришел с рюмкой. Красота. Гостян, ну как тебе дом? Блин, ну это... Очень классно, да? Да. 5-звездочный отель. Ну да. В деревне. В деревенском стиле. На берегу. Что тут у нас по кухне? Раковина. Машина, все есть. Посуда есть вся, блин. Даже посудомойка есть, Саня. Да, да, посудомойка есть. Посудомоечка? Да. Нифига себе. Класс. Ну, короче, Костян, надо будет нам сюда забуриться. Что, погнали? Поехали. Спасибо, Александр, за... Вам спасибо. Вам. Показ, рассказ. Все, давайте. Приезжайте. Обязательно. Спасибо, всего доброго. А тут еще рядом с домом есть еще одна беседка. Это если
Слишком большое похмелье и лень идти Спортом можно на берег. развиваться, кто хочет. Кто не пьет, как И я. теннисный например. стол тоже есть, если что. А, да. теннисный стол Да, есть? да. А где он? В гараже. То есть прям в теннис можно рубиться? Саня, Не, большой я любитель выношу, тенниса. он алюминиевый выносишь и играешь с Ну улице. вот это класс. Я очень люблю в теннис Я играть. Я Да. тоже люблю в теннис. поиграть. Можем на бабки срубануть. Да ты сразу на бабки, ишь Давай. ты, жадина какой. Можем сейчас. Вся инфа об этом гостевом комплексе будет в описании. Заказывайте, ребята, у нас рекламу своих мест для отдыха. И я уверен, что у вас не будет отбоя от клиентов. Потому что все всегда спрашивают, подскажите место, что это за место, что это за место, что это за место. Информация по деньгам и контакты хозяина в описании. Место, сразу вам говорю, недорогое. Срочно звоните Александру и договаривайтесь.